Раз, два, три. Нормальный звук. Для тех, кто на вчерашнем мероприятии не уловил, как зайти на сервис диагностики профдефицитов. Заходим на сайт Крiro, kriro.ru. Раздел «Образовательная деятельность». Дистанционное обучение. Перейти на дистант. И здесь на кнопочку «Вход», там потом пойдет регистрация. После того, как вы зашли, после регистрации, пока нет еще, ждем еще гостей. Вот как раз неудобнее.
Так, после того, как мы зашли на нашу дистанционную площадку, заходим в раздел повышения квалификации. Мероприятия по повышению качества образования. И здесь диагностика профессиональных дефицитов. У кого-то получилось вчера зайти или сегодня, может, с утра пробовали? Есть диагностика профессиональных дефицитов. Если у вас возникают проблемы с регистрацией, если возникают проблемы с входом в систему, вот есть кнопочка «Контакты», вы можете написать письмо. И наши программисты вам ответят. Так, кроме того, напоминаю, что все участники проекта «Эффективная школа» в 11:30 я понять не могу, включен, не включен, включен. В 11:30 все участники проекта «Эффективная школа» в 11:30 все участники проекта «Эффективная школа» собираются в 102-й аудитории. Так, уважаемые коллеги, еще вопросы какие-то есть? Так, и все видеозаписи наших мероприятий будут расположены в разделе «Видеозал» через какое-то время, да, Александр Михайлович? Нам понадобится время на обработку видеозаписей. И, скорее всего, после праздников вы сможете с ними уже поработать. Так, что нас с вами ожидает сегодня? Сейчас у нас будет мастер-класс «Современные технологии чтения и развития коммуникативных компетенций подростков». Борис Александрович Ланин с нами будет работать. И затем сразу будет дискуссия «Индивидуализм и коллективизм в кино». Уильям Эджингтон и Борис Александрович Ланин. Далее, после перерыва небольшого, будет открытая лекция «Образование в межкультурной перспективе» в этой аудитории. В 102-й аудитории будет мастер-класс Lego Education «Новый подход в практической реализации STEM-методик». Сегодня в основном многие мероприятия будут посвящены как раз-таки STEM-образованию. Да? И в 12 часов в этой аудитории будет семинар по реализации концепции STEM-образования с использованием технологии «Перевернутый урок». Андрей Коптелов расскажет о возможностях использования электронных инструментов обучения языкам. И Стефани Абарк и Лаурен Росси покажут нам возможности использования информационных технологий в начальной школе. После обеда в этой аудитории будет мастер-класс «Игровые технологии в STEM-обучении». Вот вчера Андрей не успел показать все сервисы, которые хотел, и сегодня у нас с вами будет возможность с этими сервисами ознакомиться. Далее в 15:20 в этой аудитории будет круглый стол по проблемам роли наставников в профессиональной деятельности молодого педагога, а в 102-й аудитории мастер-класс по умным инновациям, как Smart помогает строить школу будущего сегодня. Это наш коллега из компании Lego Education, Виктор Михайлович Поповский, региональный менеджер по России из Москвы. И в 16:40 ориентировочно в этой аудитории будет закрытие мероприятия международного методического семинара. То есть сегодня мы с вами завершим нашу работу. Вчера у меня спрашивали, надо ли приходить завтра, 9 июня. Завтра у нас мероприятия будут для наших сотрудников и для преподавателей СГУ. Да, поэтому вам уже приходить не надо. Кто-то вчера спрашивал о сертификатах. Сертификаты будут в конце дня. Поэтому наберитесь терпения. Но я думаю, что всем интересно
посетить те мероприятия, которые у нас запланированы. Вчера мы слышали тоже много хороших отзывов. По крайней мере, в тех аудиториях, в которых я работала, я видела большой интерес к тем выступлениям, которые нам были предложены. Кто-то, может, хочет высказаться. Что-то, может быть, вы хотели бы еще обсудить. Какие-то, может быть, еще интересные проблемы. Вопросы, которые вас волнуют. Можете пока эти вопросы сформулировать письменно, чтобы потом нашим коллегам вы могли их задать, озвучить. Вчера на телеканале Юрган был сюжет о нашем семинаре, да, в новостях, в интернете, на Коми-информе была информация о нашем семинаре. Ну и, конечно, на нашем сайте также есть информация о том, что международный семинар стартовал. И более подробная информация с площадок семинара тоже будет на нашем сайте размещена, раскрыта. Фотографий много сделано, фотографии тоже будут выкладываться. И вы сможете в своих организациях отчитаться, что да, действительно вы здесь были, вот вы здесь, да, вот ваше изображение. Но я думаю, многие из вас смогут рассказать в своих образовательных организациях о том новом и интересном, о чем вы узнали на нашем семинаре. Ну, пользуясь случаем, еще раз покажу ресурс республиканский, да, который разработан в рамках программы «Цифровая образовательная среда Республики Коми». Это портал «Открытое образование Республики Коми». Можно выйти на него через баннер на сайте КРИРО, либо по адресу komi.edu.ru. На портале представлены ресурсы для различных категорий субъектов системы образования Республики Коми. Мы видим, есть раздел «Система образования», в котором можно найти разнообразные нормативные и правовые документы. То, что касается образования, здесь у нас информация о всех образовательных организациях республики, поисковая система размещена. По уровням образования вы можете найти информацию о любой образовательной организации. Дошкольная образовательная организация, общеобразовательная организация, организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации. Если вдруг вы не видите своей организации на портале, пожалуйста, пишите нам информацию о вашей организации, чтобы мы ее тоже разместили. Не все еще организации дополнительного образования нам такую информацию предоставили. Кроме того, в разделе «Воспитание» тоже есть у нас некоторые ресурсы, нормативные документы, библиотека пополняется. Ну, портал – это, конечно, такое живое образование, да, и оно постоянно обновляется, наполняется материалами. Рекомендую сейчас в рамках организации летнего отдыха заглянуть в раздел «Здоровье». Раздел «Здоровье в наших руках». Здесь есть рекомендации, да, по проведению разнообразных мероприятий. И раздел «Школьная медицина». Нормативные документы здесь есть материалы дистанционного центра по здоровому образу жизни. В разделе «Медиатека» очень много разнообразных рекомендаций, разработанных различными организациями не только нашей республики, но и России. Можно найти готовые материалы, брошюры, буклеты, методические рекомендации, все, что поможет вам в организации безопасного проведения различных мероприятий. Раздел «Безопасность» очень насыщенный различными материалами. Комплексная безопасность. И здесь вы можете увидеть материалы по обеспечению безопасности детей и подростков. Как раз самые новые рекомендации, буквально на этой неделе они пришли, в разделе «Методические рекомендации» размещены.
Это вот разъяснение Миноборнауки по вопросу оформления медицинских книжек лицами, поступающими на работу в организацию отдыха детей и их оздоровления, методические рекомендации по вопросам безопасности отдыха и оздоровления детей в организациях и рекомендации по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей. Это федеральные рекомендации, которые к нам приходят. То есть все, что к нам приходит, мы оперативно размещаем на портале и кое-что дублируется на нашем сайте. В разделе «Родителям» есть много рекомендаций, связанных с организацией деятельности по обучению и сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья. Родительская академия. Тоже рекомендую к этому разделу обратиться. Кроме того, мы видим кнопочка «Обучение граждан». Здесь находятся открытые онлайн-курсы, которые вы можете изучить совершенно бесплатно и получить по итогам изучения этих курсов сертификат. Многие педагоги образовательных организаций уже прошли обучение на курсах по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, по противодействию распространению идеологии терроризма в образовательных организациях, по оказанию первичной медико-санитарной помощи. И также у нас разработаны курсы по инклюзивному образованию. Тоже здесь можно с ними ознакомиться и пройти обучение. Ключевые аспекты инклюзивного образования в условиях введения в гособразования обучающихся с ОВЗ. Также в разделе «Открытые образовательные ресурсы» представлены ссылки на многие ресурсы, которые являются региональными, федеральными. Проекты фонда Сколково представлены, ресурсы издательств, просветительские проекты, электронные библиотеки. Вот, например, если мы на электронные библиотеки с вами перейдем, здесь общая информация о библиотеках, которые представляют как раз вот электронные издания в электронном виде, и ссылки на сайты. Федеральные библиотеки, Национальная библиотека Республики Коми и электронные библиотеки здесь представлены. Кроме того, на портале есть еще и сервисы. Например, запись в детский сад, прием детей в 1 класс, электронный дневник. То есть, если вы забыли адрес, да, можно перейти через сервис, проверить заявление в образовательную организацию, проверить свой, например, документ об образовании. Так, вот замечательно, наши коллеги наконец-то с нами. И сейчас мы передадим им слово. Добрый день. Итак, у нас Борис Александрович Ланин проведет с нами мастер-класс «Современные технологии чтения и развития коммуникативных компетенций подростков». Микрофон вам какой удобный? Ручной? Я постою, здесь будет удобно. Здесь надо микрофон говорить, потому что... Вы, потом бил. Мы ничего поставили. Ну, мы были готовы. Отлично. Все открылось. Спасибо, все открылось, все замечательно. Если презентер использовать, надо флешку вытащить. Либо так? Так оставьте. Старайтесь микрофон говорить, чтобы трансляцию было слышно. Так, уважаемые коллеги, доброе утро. Спасибо, что вы нас дождались. Мы ехали издалека. Я там вообще никогда не был в этом районе Сыктывкара. Так что путь наш был долгий. Спасибо, что сказали. Я не могу знать, кто меня слышит. Давайте повесить. They cannot hear me.
Сейчас слышите меня? Так лучше? Хорошо, спасибо. Так, значит, вчера у нас было много разговоров о том, как ведутся занятия нашими американскими коллегами и какие перед ними стоят задачи, цели и прочее. Я обратил внимание на то, что, в общем, мы уже продвинулись основательно в своих технологиях и в своей методике. Я еще раз убеждаюсь, что школьное образование у нас на очень хорошем мировом уровне. Вот университетское, прямо скажем, должно еще очень долго догонять, и непонятно, догонит ли. А школьное образование на очень хорошем уровне. Особенно это касается, я думаю, гуманитарных дисциплин. Прежде всего, это нацеленность наших методических служб и авторов-методистов на то, чтобы школьники обретали свою самостоятельность на занятиях и после. Потому что, еще раз я обращаю внимание на то, что уже в 8 классе 14-летние, 15-летние школьники прошли 4 поколения технологий. Они смотрели мультфильмы на видеокассетах, потом появились видеодиски, потом появились DVD. Сейчас они уже смотрят не мультфильмы, а известно что, стрим в интернете. И это говорит о том, что умение привыкать к новым технологиям, умение включаться в изменяющуюся новую жизнь едва ли не важнее, чем те знания, которые они получают. Я хочу выразить свою абсолютную поддержку идеи о том, что стандарт без знаний, в общем, оказывается голым. Вы понимаете, какое дело? Вот когда мы говорим об умениях, когда мы говорим об универсальных учебных действиях, то, конечно же, все это должно иметь серьезную поддержку в смысле хотя бы какого-то минимума знаний. Вот об этом минимуме знаний надо говорить, его нужно обсуждать, это обновляемая вещь, она все время обновляется, но что-то они должны обязательно знать, выходя из школы. И, конечно, это не ЕГЭ. Ну, я как учитель литературы, я до сих пор работаю в школе, не так часто, но 2 раза в месяц захожу в школу, провожу там занятия. Вы улыбаетесь, я понимаю, вы каждый день работаете, но вы не пишете учебники, и в этом разница между нами. И вы не ездите по России и по разным интересным и неинтересным странам мира и не продвигаете этих учебников. Поэтому мне остается только 2 дня в месяц. Я вам завидую, что вы можете спокойно работать каждый день, если это спокойная работа. Вот. И что для меня прежде всего современный урок литературы? Это урок, на котором не бывает неправильных ответов. Это урок, на котором должен идти разговор. Должен все время идти разговор. Начинается. Я уже испугался, что я не включился. Самое главное, чтобы школьники на уроке разговаривали. Урок литературы – это урок развития. Прежде всего, развития речи, развития коммуникативных компетенций. Если вы посмотрите современные учебники истории, которые очень изменились, история в России теперь точная наука. У нас была такая методист Романчева, она и сейчас еще есть, собственно. Если вы помните, она была автором учебника, соавтором учебника под редакцией Кутузова. И она говорила, что методика литературы – это точная наука. Вот с ней я всегда спорил. Это совершенно не так. Потому что методика литературы – это что угодно, но только не точная наука. Здесь важно, чтобы дети разговаривали. А методика истории как раз точная наука, потому что подразумевается только определенный ответ.
И все ответы, которые отходят от этого канона, уже могут как угодно считаться неполезными для учеников. На литературе, конечно, ситуация совершенно иная. На литературе дети должны разговаривать. Меня очень беспокоит, что во всех спорах о литературе нет категории вкуса. Эта категория решающая. Воспитывается вкус теми, кто сам собой являет некий образец вкуса, чему вкусу можно доверять. Этот вкус не может быть продиктован вот так хорошо, а так плохо. Это, знаете ли, не Маяковский, когда крошка сын к отцу пришел. И вот отец даст точный ответ, что такое хорошо, а что такое плохо. Это худшие были годы Маяковского, когда он постепенно из великого поэта превращался в то, что потом ушло из жизни таким трагическим образом. На самом деле очень важно, чтобы дети получили определенный запас чтения на будущую жизнь. Вот если на уроке не звучат хотя бы 2 произведения, это плохой урок. Урок, на котором звучит только одно произведение, просто не годится. Литература всегда сравнение. Было так, стало это. Литература – это то, что называется знакомый и незнакомец. Вот вы встречаете человека, и подсознательно вы вспоминаете, на кого этот человек похож. То же самое с новыми книгами, то же самое с новыми фильмами и с новыми произведениями. Должно быть постоянно сравнение. Это один из важнейших технологических приемов на уроке. Дальше. Обязательно на уроке. Я помню, когда учились мы, то за то, что мы на уроках пользовались ТСО, нам повышали в университете отметку. Но сейчас это уже просто совершенно иная ситуация. Сейчас мы обязаны этим всем пользоваться, и обязательно учитель должен иметь определенную видеотеку с собой. Всегда должны быть какие-то фрагменты, которые помогают учителю включать мультимедиа на урок литературы. Больше нет уроков литературы, где просто тупо звучит текст, потому что это уже тупо. Надо все время делать урок интересным. Вы же не воспитываете филологов, верно? Вы же не воспитываете людей, которые должны быть оснащены определенными теориями и методиками изучения текста. Меня вообще очень беспокоит вот это направление. Вы знаете, оно родилось в 1975 году, когда Геннадий Исаакович Беленький защитил свою докторскую диссертацию «Теория литературы в школе». Это была очень логичная, очень грамотно и хорошо написанная диссертация, и она повлияла на всю методику. И получилось так, что фактически методика преподавания литературы – это была методика воспитания филологов, которые могли бы работать по этим учебникам литературы. А удовольствие где от текста? Радость где? Удивление где? Вот эти вещи, они потеряны, оказались на многие годы. Поэтому мы решительно обновили содержание образования. И если возьмете наши учебники, сейчас я покажу вам, как они выглядят. Вот так вот они выглядят. Это учебники с 5 по 9 класс. Они в 2 частях. Вот эти учебники, здесь появилось по сравнению с тем, что было до нас, 28 новых произведений. Чтобы вы просто поняли, какие это имена и названия. Например, не было сказки в королевстве кривых зеркал. Не было кондуита и швамбрани Льва Кассиля. Не было такого очень, как мне кажется, все же важного писателя Фазилия Искандера. Не было очень многих, что и говорить. Не было очень многих. И огромные проблемы были с тем, что тексты были подобраны таким образом, чтобы они были дидактичными, чтобы на все был один ответ. То есть главный поворот, которого удалось добиться нам, это поворот от дидактичности изучения литературы и ожидания правильного ответа к изучению диалогичному,
к изучению в спорах, к изучению в дискуссиях, когда мы должны были непременно, вот сейчас, зажигать класс, чтобы дети разговаривали, чтобы роль учителя была в том, чтобы вбросить какую-то проблему, и проблема бы это обсуждалась. Я помню, что когда я начал работать в Академии образования, это было очень давно, в 1991 году, я спрашивал Геннадия Исааковича, который в ту пору был крупнейшим авторитетом, наверное, главным методистом. Собственно, он был и Маранцман, два было член кора в области методики преподавания литературы. Маранцман жил в Санкт-Петербурге, потом мы подружились с ним. Ну вот он ушел из жизни в 2005, по-моему, или в 2006 году. Вот, но теоретически не были мы с ним близки, методологически не были. С Бельником, конечно, ближе. Мы с ним в течение многих лет общались каждый день, это сказывается. И я не мог понять, почему интересные вещи, о которых люди спорят, говорят, не попадают в школьную программу. Например, почему нет в школьной программе повести Чучела? Он говорит, ну как можно вот так вот высмеивать в школу, высмеивать учителей, делать вид, что учителя не интересуются детьми. Вот учительница выходит замуж, она уже плюнула на класс, а в классе преследует ребенка. Но это и есть жизнь. Но это и есть жизнь. Но учительница будет замуж выходить или думать о том, какие взаимоотношения в ее классе, где 25 учеников, а классов много. Это жизнь. И это надо было обсуждать. Еще одна очень важная проблема заключалась в том, что у нас не было зарубежной литературы вообще. На все школьное изучение только 2 произведения, это ужасно. Сейчас мы это, конечно, обновили здорово. Мы включили Джорджа Оруэлла, мы включили Рэя Брэдбери, мы включили произведения Уильяма Голдинга. Это были совершенно новые имена. И должны были услышать, например, от депутата какого-то, что вот я прочла вот Голдинга, и знаете ли, вот это, мне кажется, это очень сложное пока что нашим детям произведение. Вот эти разговоры о том, что что-то сложное, что-то рано, должны быть отметены и отменены. Цветаева в свое время сказала, все, что читают дети дома, все рано. Все рано. То, что они в детстве читают, все рано. Она-то сама читала Евгения Онегина в 7 лет. Это, может быть, и в самом деле рано. Но поэзия, музыка-то остается. В Евгении Онегине ничего нет, кроме музыки. Нет ничего, кроме музыки, стиха. Что там есть? Сначала она влюбляется в него, он ей отказывает, а потом он влюбляется в нее, и она ему отказывает. Все, там больше ничего нет. Там нет сюжета. Там есть онегинская строфа, там есть стиль, там есть картины России, там есть перечисление того, что делает Петербург, пока Онегин спит, но это все музыка, понимаете? Это не то, что ты вот берешь, запаковываешь, как говорил Норберт Винер, человека, не передаешь его по телеграфу, из чего родилась кибернетика. И вот эти произведения, которые зажигают детей, которые цепляют их, о которых можно спорить, они являются основой литературного образования. У нас, к сожалению, сейчас вот такая возобладала тенденция, что все должно быть запрограммировано заранее, произведений должно быть как можно больше, иначе, не дай бог, дети в школе этого не успеют. Но я всегда говорю, что литературное образование – это на всю жизнь, оно никогда не кончается. Людям много лет, и они все равно читают или смотрят экранизации, и это здорово. Это и есть, собственно, смысл нашей работы. Если в школе пичкать детей непомерным количеством текстов, во-первых, на каждый текст останется 2 часа, не больше. Один раз рассказали, второй раз проверили, отметку поставили, бегом к следующему тексту. Нет разговора, понимаете? Поэтому у нас есть рубрики, которые дают возможность поговорить о произведении. Ну вот это наши учебники для старших классов, и вот этот учебник, первый вообще в России учебник по современной русской литературе. Вот он вышел 2 изданиями, сейчас уже он стал такой библиографической редкостью, но впервые появился учебник, который
предлагал отобранные учеными тексты, которые можно изучать в школе и о которых можно спорить. Понимаете, в чем ценность изучения современных текстов? Ну, писатели всегда допускали ошибки. Из пламя и света рожденное слово у Лермонтова. Надо же из пламени, правда? И даже по правилам русского языка его времени тоже из пламени. И терек прыгает, как львица с косматой гривой на спине. У львиц не бывает гривы. Но Лермонтов не перестал быть Лермонтовым. Если мы детей будем со школы учить, находить ошибки и искать ошибки у классиков, это не будет литературное образование. Классика – это классика, это то, что мы не обсуждаем, мы это изучаем. Как это было сделано? Это некий образец. А современные писатели, вот они живые. Вот у нас была замечательная конференция в Кракове, она проходит каждые 2 года, знаковые имена русской литературы. 2 года назад был Михаил Шишкин, в этом году был Евгений Водолазкин, оба маститые писатели, популярные и лауреаты, и каждый год у них выходит до миллиона общего тиража книг. И вот мы обсуждали их творчество. Конференция проходит 3 дня, и писатель сидит в зале. И ты можешь к нему обратиться с вопросом. И он слышит, что критики это обсуждают и прямо указывают. Вот это уже было, вот это устарело, вот это повторение. Вот тут нет энергии сюжета, читается очень скучно. Это очень важно. Чем? Тем, что это вот живая жизнь литературы. Писатель и критики в одном огромном зале в Ягеллонском университете, где учился будущий Иоанн Павел II, а когда-то польский студент по имени Кароль Войтыла. Колоссальный зал, колоссальный университет с тысячелетней историей. Все это очень интересно. Но обсуждать классику в таком формате мы не можем. Потому что авторы уже ушли, тексты уже отстоялись, они уже сделаны, их уже не переиздать в новом каком-то виде. Можно переиздавать бесконечное количество раз, но они будут теми же. А когда речь идет о современной литературе, когда можно списаться с любимым писателем, у меня был один ученик, Саша Грищенко, он очень любил Дмитрия Глуховского. И каждое новое произведение его он читал, 12 лет мальчику был, 6 класс, и постоянно с ним связывался. Вот тут я не понял, знаете ли, это мне не понравилось, вот это уже у вас было, вот эта сцена была у вас уже в том романе и так далее. Вот. И то, что вся школа знала, что писатель Глуховский ему отвечает, говорит, спасибо тебе, Саша, ты обратил мое внимание на то-то и на то-то, это зажигает всю школу. Потому что ясно, что ты можешь с писателем связаться. Ведь писатель – это просто человек, но который создает иной мир, параллельный тому миру, в котором живешь ты. Это новое в литературном образовании, в литературном преподавании. Но я хочу показать вам рубрики, которые в наших учебниках. Ну вот, скажем, те вопросы и задания, ну ладно уже, раз мы заговорили о рубриках. Вот это рубрики из нашего учебника. Видите, вот они слева здесь. Во-первых, обязательно повторение. Школьное образование – это всегда повторение. Самое слабое место человеческого сознания – это слабая память. Чем мы отличаемся от компьютеров? Только в худшую сторону. Тем, что у нас слабая память. Поэтому нужно повторять. Нужно обращать внимание на то, что вы проходили раньше, чтобы новое всегда имело опору в старом. Ну, обязательно обсудим вместе. Понимаете, вместе это вместе с учителем. И очень часто школьники жалуются мне на то, что учителя требуют правильного ответа, снижают отметку за то, что неправильный ответ. В литературе он может быть только фактически неправильно. Перепутана дата, перепутано имя. Там, как знаете, в знаменитом советском шпионском фильме он перепутал пол ребенка. Вот если пол ребенка не перепутал, то все хорошо. Вот.
Дальше, решаем читательские задачи, это основное. Творческие задания, исследования и проекты. Творческие задания – это еще один новый школьный фетиш. Это не может быть на весь класс. Проектная деятельность, творческая деятельность ни в коем случае по литературе не на весь класс. Я думаю, что и по другим предметам тоже, но по литературе особенно. Это штучная работа. Это для тех детей, которые чувствуют к этому приязнь, которые хотят узнать именно об этом больше. Подбирать эти творческие проекты нужно индивидуально. К нам обратился кандидат наук из Ульяновска, который сказал: вот я защитил диссертацию по проектной деятельности по литературе, я хочу вот с вами сотрудничать. У меня весь класс занимается проектной деятельностью, например, творчество Чехова. Ты об этом рассказе, ты о том рассказе, ты о 25-м рассказе. А смысл-то в чем? Смысл-то в чем? Ну, спишут они это, но в интернете хватит на всех материалов. Смысл-то в том, чтобы именно этот конкретный ребенок захотел узнать больше о том или об этом. И именно этот конкретный ребенок захотел бы узнать о каком-то человеке, который был, например, интересным литературным критиком. Ведь критика — это тоже очень интересно, потому что критики позволяют в литературе увидеть то, чего не видит простой читатель, неквалифицированный. Они вскрывают невидимое. Кстати, учитель в этом смысле, конечно, подобен критику. Можно сказать: а зачем вообще учитель нужен? Есть учебник, есть литературное произведение, читай и наслаждайся. Вовсе нет. Учитель для того и нужен, чтобы помочь ребенку понять то, что он пока еще не понимает в литературе. Постичь невидимое, вскрыть незримые смыслы. Далее. Ну вот, обязательная рубрика у нас. Теперь школьный кинотеатр. Сейчас бы я иначе ее назвал. Вы знаете, уже возникла рубрика в 5 классе, мы писали это учебник в 2005 году. Имеется в виду, что сначала мы прочтем, а теперь в школьный кинотеатр. Но сейчас-то мы знаем, что дети стали читать еще меньше, а смотреть, если смотрят, еще больше. Поэтому, может быть, сейчас я бы эту рубрику иначе бы назвал, но так уже сложилось, бог с ним. При переиздании мы подумаем. Кино является частью литературного образования. Экранизация является частью литературного образования. Плох тот учитель, который каждый день не ищет в YouTube что-то новое по тем произведениям, которые у него будут завтра. Скачивайте фрагменты, складывайте на жесткий диск, где у вас эти фрагменты хранятся. Это обязательно должно быть всегда с вами. Небольшой жесткий диск, вот, ну, уже флешки стали огромными. Последний раз я купил флешку на 200 гигабайт. Это, в общем, 20 грамм флешка. Ты ходишь с ней, и там у тебя и все, вся твоя программа по литературе. Она всегда тебя выручит. Вот. Кроме того, что очень важно, я специально эти фильмы не скачал на эту флешку, но вы должны знать, что мы регулярно в дополнение к этому учебнику, это является частью учебника, мы записываем фильмы о писателях, где я просто как учитель рассказываю о новом писателе всякий раз и о новом произведении. Это не обязательно новый, это значит тот, о котором мы не записали раньше, это не значит, что новый для вас. Уже в этой серии вышло у нас 11 фильмов, они в открытом доступе на YouTube, в том числе на моем канале, на канале нашего издательства «Российский учебник». Но эти фильмы, они всегда вас выручат. Они от 22 минут до 42 минут. То есть они укладываются в длительность одного урока. Вы можете дать задание, поставить вопрос, проследите ту или иную линию этого фильма, в конце урока вы это можете обсудить. И съемки этих фильмов постоянно продолжаются. Мы думаем так, что примерно мы снимем фильмов, ну, план такой, как бы план это всегда максимум. Думаем, что мы снимем таких фильмов примерно штук 50. 50 фильмов, чтобы закрыть всю школьную программу. Где я рассказываю просто как учитель. Тексты мы не готовим. Я просто сажусь и рассказываю то, что я считаю важным и главным. Наговариваю я 2 часа, мы снимаем студию на 2 часа. Ну, на самом деле на больше, но на мою долю остается 2 часа. Там нужно свет расставить, ну, нужно декорации расставить и так далее. Я наговариваю 2 часа, а потом мы режем, пока не останется
на полурока или на один урок фильма. Это тоже часть учебника. Вот как изменилось литературное образование. Времени, к сожалению, очень мало. Я сказал только самое главное, но все необходимые для школьной программы произведения в наших учебниках отражены. Упор сделан на школьную активность, на активность школьников, на то, что они на уроке разговаривают. Проблемы в том, что дети не читают, честно говоря, ну, оно случается иногда. Но, в общем-то, такой проблемы у нас нет. Если ребенок не читает, то просто на уроке не разговаривает с нами. О чем ему разговаривать, если он этого не читал? Это наказание для них самих, они понимают это, и они стараются читать все. Для них это очень важно. Мы стараемся постоянно обновлять, чтобы по тематике, по проблематике эти произведения были детям близки. Ну, подумайте сами, мы сейчас считаем классикой литературу XIX века. Уже прошло 200 лет. Уже прошло 200 лет, уже нужно комментировать язык. Очень подробно, очень и очень. Какое удовольствие от чтения лирического стихотворения, если дети читают сверху вниз. Слово, сноска, слово, сноска, слово, сноска. Мы хотим, чтобы был целостный образ. Никакого целостного образа не будет, если простого, банального понимания текста не будет. Это большая проблема. Нужно постоянно думать об обновлении. Люди, которые говорят, нам нужно сохранить классику. Да никто не покушается на классику. Время чистит круг чтения. Вы понимаете, какое дело? Время чистит. Время сокращает. Вы знаете, когда я учился в заключительном классе, у нас было, как вы помните, не 11 классов, а 10, в 10 классе было 5 прозаиков. Горький, Фадеев, Николай Островский, Алексей Толстой и Шолохов. Все. Посмотрите сейчас, сколько произведений открылось. Оно же открылось не потому, что мы их выдумали, потому что они были запрещены, потому что они были изгнаны, потому что так складывалась наша литературная и культурная история. Сейчас, конечно же, эти тексты ближе нашим ребятам. А вместе с тем, вот обязательно была тема «Гражданская война». Обязательная тема была. Господи, чего у нас там только не было в гражданской войне. И разгром Фадеева был. Ну, кстати, он у нас остался, потому что у нас такой обзорный урок. Одна тема, обзорная. У нас Фадеев, Бабель и доктор Живаго. Только тема гражданской войны. Это вот 1-2 урока максимум. Просто обзор. Но у нас же это было подробно. И Морозко в разведке, морочили голову Фурмановым, который, собственно, писателем не был, да и грамотностью особо не отличался, и так далее. А сейчас, вот, в прошлом году было 100-летие революции. Хоть кто-то отметил. Даже ведь и не отмечали. Просто история унесла это и все. Люди решили забыть. Может быть, оно и к лучшему. Я недавно пересматривал запись, кстати, когда летел, запись поэтического вечера в Останкино, который в Лужниках, на закрытом стадионе, который вел Константин Симонов. И он дает слово Щипачеву. Был такой поэт Степан Щипачев, в свое время считался тонким лириком, много писал о любви и так далее. Кстати, был еще один замечательный поэт, Сергей Островой. Как-то в Доме творчества он прославился тем, что утром вышел к завтраку и сказал: ночью написал стихотворение о любви, закрыл тему. То есть лучше уже никто не напишет. Все. Тема закрыта, все о любви писать уже больше бессмысленно. Ну вот, и говорит, вот все мы здесь на сцене, Степан Щипачев единственный из нас участник гражданской войны. Кто сейчас помнит эту гражданскую войну? Ну, помнит, может быть, кто-то и помнит, те, кто изучил ее как следует в школе. Но ведь все это уходит. Проблематика это уходит. И дети скорее не понимают, а в чем смысл был воевать друг с другом. Смысл-то великий гуманистический. В чем был? А религиозный, тем более, у нас же не было вообще религии. Это же было атеистическое воспитание. Сейчас-то все изменилось. Не могу сказать, что я это очень приветствую, и я сам человек абсолютно светский, но это тоже важное изменение. Словом, вот это в рамках того времени, что мне отведено,
очень короткие вещи, которые я должен был сказать. Я готов ответить на ваши вопросы. Я думаю, что будет продуктивнее отвечать вам, чем говорить самому. Пожалуйста. Так. Все по очереди. Ручки поднимайте, как в школе. Пожалуйста. Да. Ну, вы знаете, я с коллегами вообще-то общаюсь, и мы с ними обсуждаем все. Они готовы обсуждать, они нормальные люди. Это вопрос педагогического, человеческого такта. Есть люди, которые дома себя ведут бестактно, а есть люди, которые, вот ты поставь его перед дивизией, и он будет говорить вежливо и тактично, учитывая особенности аудитории. Это вопросы технологического мастерства, человеческого и педагогического такта. Так бы я сказал. Да, готовы, я не вижу проблемы. Если не начать разговаривать, вы знаете, есть такая фраза, которую часто учителя любят говорить своим ученикам. Ты подумай, потом скажи. Это абсолютно неправильно, это не согласуется с психологическими механизмами. Человек начинает думать, когда начинает говорить. Когда он говорит, он начинает думать. Иногда человек думает и никогда не заговаривает. Но нельзя придумать, а потом заговорить то, что ты придумал, потому что это уже будет все равно не то. Когда говоришь, тогда и придумываешь. Надо начать разговаривать и обсуждать. Я большой проблемы не вижу, да, готовы. Некоторые не готовы, но они и готовы никогда не будут. Они только, вы сами знаете своих коллег, они иногда приходят в школу, чтобы голосовые связки свои, знаете ли, так, утвердить лишний раз, размять там и как угодно. У вас был вопрос, пожалуйста. Ну, вы знаете, я профессиональный же человек, я все время должен писать. Мне ближе те, о которых я пишу сегодня. Вот, о которых я пишу сегодня, вот те мне самые близкие. Знаете, был такой психолог, он еще жив, кстати, ему 82 года, а ребенку 2 года. Я очень ему завидую. Это Владимир Леви, выдающийся психолог и писатель. В советское время он был вообще единственный, чьи книги можно было купить, изучать. Ну, двое было. Владимир Леви и Яков Коломинский, который в Минске жил, а Леви жил в Москве. Он очень обаятельный, и он умел свои книжки продвинуть. Вот он говорил, что отличник – это не тот, кто любит все. Отличник – это тот, кто сейчас внушает себе, что он любит именно это, что ему задано. А вот он сделает это домашнее задание, он себе внушит, что он любит следующий урок. И вот так он себе внушает 10 лет, в ту пору было 10, и выходит из школы с золотой медалью. Вот. Мне близки многие писатели, но есть писатели, о которых я пишу чаще, есть писатели, о которых я пишу реже. Вот. У меня вышла в Японии книжка о современной русской литературе, там было 16 писателей, но 2 писателя остались на потом, на отдельную книжку. Вот такие вот 8 писателей я определил для себя очень важных, современных. Но первые 2 – это, конечно, Сорокин и Пелевин. Вот, это 2 писателя, о которых я всегда пишу. Но это не школьные авторы. Это те, о которых я пишу. Это мы с трудом нашли там несколько произведений, которые можно было бы предложить для нашего учебника современной русской литературы. Вот. Так что вот такая проблема есть. Да, пожалуйста. Да, понял вас. Да, садитесь, пожалуйста. Вы знаете, в каком году вы живете, милая? Вы живете в годе Солженицына. Вы это чувствуете? Вот все, что я хочу вам сказать. Вот так же вы будете... Вот год Гранина вы почувствуете гораздо меньше. Но вторая часть вашего вопроса очень важна, я могу на нее ответить. И, пожалуйста, если вы не учителя литературы, то, пожалуйста, передайте им.
У Гранина есть великий рассказ для школ. Вот, понимаете, вот есть люди, которые пишут для школы. Вот я очень люблю писателей, которые пишут прямо для меня. Я чувствую, что вот они пишут либо, чтобы я их обругал, либо, чтобы я их включил в школьную программу. Я их очень люблю за это, что они обо мне помнят. Спасибо им за это вечное. У него есть рассказ, который называется «13 ступенек». Это рассказ о том, как он идет по Петербургу вслед за Родионом Раскольниковым. И вот это прекрасный рассказ, который показывает, что как работала психология Федора Михайловича Достоевского, когда он работал над этим романом. Это прекрасный рассказ, короткий, как предварение или как завершение разговора о романе «Преступление и наказание». Я думаю, что это будет очень хорошо. А больше я ничего и не припомню у замечательного писателя Гранина. Он писатель замечательный, но блокадную книгу вы же не будете изучать. Да, тем более, что уровень демагогии зашкаливает вообще. О блокаде вообще ничего нельзя сказать. Вот действительно, это же известно, что когда была блокада, работал всю блокаду кондитерский цех, который обслуживал обком. Фотографии опубликованы. Ну, архивы же не обманешь. Ведь все в архивах написано, сколько масла этот цех использовал в день, сколько муки этот цех использовал в день, по каким адресам этот цех отправлял свою продукцию. Это все в архивах-то есть. Историки это все знают. Но сказать об этом, боже мой, какой начинается шум. Как будто это, давайте мы забудем все, о чем нам неприятно сегодня вспомнить. Но сильная нация это та, которая помнит свою историю, дает оценку, уверенно смотрит в будущее, зная, что никогда не повторит неприятных страниц своей истории. Вот это я скажу, да, это сильная история, сильная нация, вот это молодцы. Я думаю, что мы, в общем, к этому очень близки. Вот. Но вы не сможете изучать блокадную книгу. Клавдия Вило о женщине, комиссаре, ну не знаю. Ну иду на грозу, в старинное произведение, 70 лет прошло. Помните, 13 ступеней. Все. Вот вам это Нил Гранин в школе. Есть у него еще одна вещь, я вспомнил, но тоже это, знаете ли, вам хорошо, это для любителя. Называется «Ленинградский каталог». Это вот те мелочи быта, которые исчезли. Ну, например, у меня была дома радиола. Ну, уже никто не знает даже значения этого слова, радиола. Вот. Я как-то ехал с шахматного турнира из Владимира в Москву, там ехать-то всего 4 часа, но поезд сделал пересадку. Я вышел на станции Петушки, чтобы сменить поезд. Там стояли два мужика. Они разговаривали точно как Венечка. Там были одни глаголы. Нет, были существительные, были. Ну так вот, знаете, только глаголы существительные. Что и куда, куда и откуда. Все. И вдруг я услышал в их разговоре слово «радиола». Вот это мне было знакомое слово из детства. Это было единственное такое вот, что ли, цензурное слово. Я подумал, какой был великий писатель Венедикт Ерофеев. Пожалуйста, еще вопросы. Из уважения к нашим гостям я должен что-то сказать на английском языке, ладно? Thank you very much, our guests, for suffering all this time, so I have to say something in English. So, my educational research is intended as a contribution to understanding the transformations that have occurred in Russian educational policy. Since 1992, the teaching of the humanities has occupied a central place in the public debate over educational policy in Russia. Debates about literary education have proven to be especially resonant and controversial, perhaps even more so than discussions on historical education. Why has literature occupied such a central place in educational concerns? A character or a phrase far outlasts its short lifetime on the page.
The place of literature in the Russian consciousness cannot be underestimated. Napoleon is not a long-dead military hero. He is a figure in War and Peace by Tolstoy for all the Russians. Raskolnikov, whom you mentioned yesterday, is a living, breathing person in the reader's mind. Fashions come and go in the interpretation of history, but the contents of Solzhenitsyn's Gulag Archipelago are unchanged. And there is perhaps a touch of irony in Putin's insistence on the inclusion of this text in the school curriculum. A program of literature is too important to throw haphazardly together. As a co-author of the present national standard of literary education, I have made some critical changes, which I hope will benefit the rising generations of students. The Soviet Union recognized the importance of education, understanding that the future rested upon the young, and they attempted to mold them into the future they hoped to see. The moral code of the builder of communism contained within it all the ethical guidance one should need. Critical thinking and doubt simply were not desirable. Today, however, the young person is confronted by a multitude of conflicting ideas and values. No longer is the path clear for him to follow, and while education is still vital to the development of the individual citizen, it must be tailored to his real needs. Well, my educational research in general consists of three elements: a historical and critical analysis of educational curricula and textbooks and official documents since 1992. This analysis will follow the methodological path established by Robert Scholz, Hélène Showalter, Roger Chartier, and two Russian scholars, David Elkonin and Vasily Davidov. This analysis provides a basis for considering the construction of a new pedagogical model. Second, a construction of a model for literary education. At present, changes in literary education are mechanical and reflect no carefully conceived goals. Third and the last, a study of the potential role that e-reading, electronic reading, and internet resources can play in any new model of literary education. I will stop here, and I'm ready to reply any question. Okay. Есть еще 10 минут. Можете еще задавать вопросы, в том числе и на русском языке. Well, if you wish to ask anything. Okay, not at this point. Не сейчас. Задаст вопрос, но не сейчас. Еще, пожалуйста. Значит, если у вас нет вопросов, значит, будет свободное время, скажите вашим коллегам. Набирайте, открывайте YouTube, набирайте «Ланин. Уроки литературы». Откроется лист вот этих, список вот этих фильмов. Можете, они в бесплатном доступе, можете смотреть их в любое время. Я часто выступаю на телеканале «Культура». Откройте телеканал «Культура», там есть несколько важных передач на литературные темы. Может быть, есть смысл посмотреть и на них. Что-то там взглянуть и обсудить. Из тех передач, которые я особенно люблю, я бы отметил передачу о Василии Гроссмане, о романе «Жизнь и судьба», где участвовали, кроме меня, замечательный артист Сергей Пускипалис и совершенно очаровательная женщина и актриса Полина Агуреева, которая исполняла одну из ролей в этом фильме.
И мне кажется, это была очень интересная передача, потому что они... Вы знаете, есть такая теория, что артист должен быть глупым, у него не должен быть интеллекта. Если он будет интеллектуалом, он не сможет играть любые роли. Он должен быть вот просто вот чистой доской, на которой рисует режиссер. Вот такой, вы, наверное, знаете, что актер советский Анатолий Солоницын играл во всех фильмах Андрея Тарковского, ну, пока не умер от рака. И Тарковский просто не мог без него обойтись. И вдруг в один из моментов Тарковский, который был очень тяжелым, но абсолютно гениальным человеком, идти найди легкого гения. Тут счастье, что кто-то видел его живым вообще. Он вдруг остановил съемку и сказал: Толя, ты что, играешь? Смотри, выгоню. Артист мне нужен, пока он не портит кадра. То есть это, вот кажется, это вот артист, там должна быть интеллектуальная игра, должна быть интеллектуальная отдача. Для Тарковского нет, он только не должен был портить вот кадр. Вот он видит какой-то кадр, он видит картины, которые должны сменяться. Вот. И вот надо сказать, что оба они были интеллектуалами и очень интересными и умными людьми, а артистами хуже от этого они вовсе не стали. Вот, словом, есть вот такие интересные вещи. Я вам очень советую следить за каналом ОТР, там есть такая передача, которая называется «Фигура речи». Ее ведет замечательный критик Николай Александров, человек с прекрасным вкусом. Критик вообще по заданию человек коррумпированный. Понимаете? Особенно, когда вот идет борьба за литературные премии. Вот сейчас вот есть такая премия, которая называется «Большая книга». Там смысл в чем? Что половину голосов дают критики, а половину голосов дают интернет-пользователи. Это хоть наполовину будет честная вещь. Но, в принципе, например, Букеровская премия – это результат абсолютной договоренности между издательствами. И иначе и быть не может. Они договариваются, ну, не может же одно и то же издательство получать Букеровскую премию. Ну, как бы получает не издательство, а получает писатель, но за книгу, изданную в определенном издательстве. Ясно, что полученная Букеровская премия увеличивает тиражи там в 100 тысяч раз и доходы в 100 тысяч раз. Вот. Поэтому, вот, и когда я знаю, что чему-то вкусу я доверять могу, то я всегда рекомендую. Это вот Николай Александров, который ведет свою передачу «Фигура речи» на канале ОТР. Обязательно следите. По-моему, это вообще единственная передача, в которой обсуждаются книжные новинки, даются оценки. А самое главное, вы будете знать, что читать, какие есть новые книги, о чем спорят. Всегда следите за публикациями Натальи Борисовны Ивановой. Это совершенно потрясающая женщина. Ей вот сейчас, ну вот мы праздновали несколько лет назад ее 70-летие. Она вся кипит, она вся горит, она постоянно пишет в каждом номере журнала «Знамя» ее какой-то новый обзор. Следите за тем, что она пишет. Это очень важно. Из новых писателей следите, сейчас вот новая звезда, это Гюзель Яхина. Все ее читают, все сходят с ума. Я пока еще надеюсь, что я остался в здравом рассудке, с ума пока от нее не сошел, но читаю. Быстро. В стиле Блиц. Есть вопросы? Нет вопросов. Спасибо за ваше внимание. Да, всего вам доброго. Just in time. Окей. Давайте, вытаскивайте мою флешку. Давайте меня цепляйте и ему наденьте.
Да. Yes. Testing. See. Слышно? As a teacher, I know that teachers appreciate their coffee breaks. Как учитель, я знаю, что учителя любят кофе-брейки. So thank you. I will go just a little bit into the coffee break. Спасибо, я займу немного из кофе-брейка. This morning is devoted to the humanities. Это утро посвящено человечеству. Our colleague just spoke about literature and education. Наш коллега недавно только что поговорил про гуманитарные дисциплины. And I will discuss film in education. И я хочу обсудить фильмы в образовании. It might seem strange in a professional development about effective teaching to talk about film. Это может показаться странным в эффективном обучении говорить о фильмах. But effective teachers know that film can be very helpful in their classroom. Но эффективные учителя знают, что фильмы могут быть эффективными в классе. When I was a teacher and I taught history and economics and government and geography, I used film quite a bit. Когда я был учителем и сам преподавал историю, географию и другие предметы, я сам это понимал. And when I say film, И когда я говорю фильм, many of you remember если the вы film помните, projector. прожектор. But that's what I wanted to talk a little bit about this morning. Я хочу об этом поговорить чуть поподробнее. Film can be so beneficial to the teacher to study culture. Фильмы могут быть полезными для учителя в обучении культуре, But we mustn't mistake them for real life. но мы не должны их принимать за настоящую жизнь. But they can help us to visualize and to make sense Но of они what we are studying. могут помогать нам визуализировать это для обучения. To talk about individualism and collectivism. In fact, it probably is appropriate Это целесообразно говорить про индивидуализм и коллективизм. that Americans and Russians talk about individualism and collectivism. Американцы и русские говорят про это. In American film, and that is which I'm more familiar with, А в американском фильме это то, с чем я более знаком. individualism is one of the most important traits in American culture. Индивидуализм – это одна из самых главных черт американской культуры. Our government is based on the foundation Наше государство основано на of the rights and responsibilities of the individual. правах и обязанностях индивидуальности. But yet in American film, individualism is seen as part of collectivism. Но в американском фильме индивидуализм это рассматривается как часть коллективизма. Because in America, individualism does relate to collectivism. Потому что в Америке индивидуализм относится к коллективизму. Again, in America, individualism is very important, В Америке индивидуализм очень важен. but so is the common good. So is Но также общественное благо. what I'd like to do is look at a few American films, Я бы хотела рассмотреть несколько американских фильмов, and some of these you may be familiar with, and some may be brand new. и с некоторыми вы, возможно, знакомы, и некоторые, возможно, будут для вас новыми. And discuss their relationship to individualism and collectivism. И обсудить их отношение к индивидуализму и коллективизму. Each of these that we'll talk about, excuse me, each of these that we'll talk about Каждый, о котором я буду говорить, are considered classical films. рассматриваются как классические фильмы. In the first film, Casablanca, В первом фильме «Касабланка» the hero is named Rick Blaine. главный герой Рик Блейн. Throughout the film, he talks about how selfish he is, На протяжении всего фильма он говорит о том, как он эгоистичен. and at one point, a character asks him for help.
И another person. И другие просят его о помощи. And he replies, I stick my neck out for nobody. И он отвечает, что он не будет рисковать ради своей шеи. Yet, he sacrifices his own future and the love of his life, the woman he loves, Однако он жертвует своим счастьем и будущим своей любимой, ради любимой женщины. he sacrifices them for the cause of World War II. Он жертвует им ради... The Great Patriotic War. Из-за войны? Okay. Another American classic is Gone with the Wind. Следующая американская классика — это «Бегущий...» «Унесенный ветром», извините. One of the main characters is Rhett Butler. Один из главных героев — это Ред Батлер. Throughout the film, he talks about how important he is to himself На протяжении всего фильма он говорит о том, что как он важен для себя. and doesn't care for anyone or anything else. И он не обращает внимания ни на что другое. In fact, he says, I believe in Rhett Butler. Он говорит: «Я верю в Ретта Батлера. He's the only cause I know. Он единственная причина, которую я знаю. The rest doesn't mean much to me. Все остальное для меня не значит ничего». Yet, Однако he devotes a good portion of the film to helping the southern states, the Confederate states, он посвящает какую-то часть свои действия для того, чтобы бороться during the American Civil War. во время американской гражданской войны. Many of you may be familiar with The Godfather. Возможно, многие из вас знакомы с «Крестным отцом». In The Godfather, Michael Corleone Майкл Корлеоне distances himself from his family, his violent family, отделяется от своей жестокой семьи and the family business to go his own way. и от семейного бизнеса, чтобы идти своей дорогой. At one point, he tells his fiancée about violence in his family. С одной стороны, он говорит фиансе о жестокости в его семье. Своей невесте. And he replies, and he says to her, И он говорит ей: that's my family, Kate, that's not me. «Это моя семья, Кей, это не я». Yet, Но he ultimately joins the family business он присоединяется к семейному бизнесу and becomes the next godfather to save his father. и становится следующим крестным отцом, чтобы спасти своего отца. In the very first Star Wars, В самом первом издании one of the «Звездных войн» heroes is Han Solo. один из героев Хан Соло. He's a smuggler who cares nothing about the fight against the Empire. Он контрабандист, которого не заботит война против империи славы. And at one point says, И он говорит: look, I'm not in this for your revolution. «Слушай, я в этом деле не ради революции, And I'm not in it for you, princess. и не ради тебя, принцесса. I expect to be well paid. Я жду, что мне хорошо заплатят. I'm in it for the money. Я в деле ради денег». Yet, Однако he becomes an important part in the fight against the Empire. он становится важной частью в борьбе против империи славы. It's a wonderful life. Это замечательная жизнь. In this particular movie, George Bailey В этом фильме Джордж Бейли wants to leave his hometown of Bedford Falls. хочет покинуть свой родной город Бедфорд-Фоллс. He thinks it's a small town and he doesn't like it. Он думает, что это маленький город, и он ему не нравится. He says, Он говорит: I'm shaking the dust off this crummy little town. «Я вытряхиваю пыль этого города, And I'm going to see the world. и я хочу увидеть мир». Yet he devotes his whole life to that town. Все же он посвящает всю свою жизнь этому городу. Schindler's List. Список Шиндлера. Oskar Schindler Оскар Шиндлер uses the war and his relations with the Nazis использует войну и свои отношения с нацистами, to acquire wealth and status. чтобы получить богатство и статус. And he says, И он говорит:
My father was fond of saying, you need 3 things in life. Мой отец любил говорить, что тебе нужно 3 вещи в жизни. A good doctor, Хороший врач, a forgiving priest, прощающий священник and a clever accountant. и умный бухгалтер. The first 2 I've never had much use for. Первые 2 я никогда не использовал. Yet, Однако he is able to save over 1,000 Jews and wishes he had saved more. он спасает 1000 евреев и желает спасти еще. I'll mention 2 movies that are the opposite. Я упомяну 2 фильма, которые противоположны тем, что мы уже увидели. In Dirty Harry, В «Грязном Харри» Harry Callahan serves as a police officer. Гарри Каллахан служит полицейским. He does things his own way, Он делает вещи по-своему and doesn't always agree with the law. и всегда нарушает закон. In fact, at one point, his superior tells him he's done a bad thing. С одной стороны, он говорит, что он делает хорошие вещи. Его руководитель говорит, что он делает правильные вещи. He says, why? Он говорит, почему? His superior says, it's against the law. Его руководитель говорит, это против закона. And he replies, well, then the law is crazy. И он отвечает, тогда закон безумен. Ultimately, he believes that the law that he is serving Но он верит, что закон, которому он служит, has abandoned him, has left предает его. him. Another movie that is a little the opposite of what we've been saying Другой фильм, который противоположен, is called High Noon. называется «Ровно в полдень». In this movie, В этом фильме Will Kane is a retiring town marshal or sheriff. Вилл Кейн, маршал в отставке. He's going to leave his town. Шериф в отставке. He's going to leave his town. Он собирается покинуть свой город, But before he can go, some но перед тем, как он идет, bad guys, плохие ребята villains, criminals, are coming to town to take their revenge on him. приходят в город, чтобы отомстить ему. Everyone in the town tells him, leave. Все в его городе говорят, уходи. But he says about staying, Но он говорит о том, что хочет остаться. I've got to stay. That's the whole thing. Мне нужно остаться, в этом все дело. He felt that to abandon the town would be wrong. Он считает, что предать свой город было бы неправильно. Yet no one in the town would help him. Но никто в городе не помогает ему. And that's why they were telling him to leave. Поэтому они просят его уйти. He ultimately defeats the criminals, Он предает этих плохих ребят, but leaves убивает, the town in disgust. но оставляет город в Because- смятении, в позоре. Because he felt that no one would help him. He was angry. Потому что никто ему не помогает. The pattern is clear in American film. Структура понятна. At the beginning, В самом начале a character is individualistic. главный герой индивидуалист. Does that make sense? Yes. Okay. But by the end of the film, Но к концу фильма they recognize the importance of the common good and they act that way. он осознает, что он способен делать хорошие вещи. Now, granted, there are films, let me rephrase that. In a film, for a character to be totally individualistic throughout the entire picture, for a character to remain individualistic for the whole picture, Для главного героя, чтобы оставаться индивидуалистом на протяжении всего фильма, would not make a very good plot. Сюжет был бы не очень. And Если бы that's так было. true. But Но it applies to our world today.
Это относится к нашему миру сегодня. Throughout history and even today, На протяжении истории и даже сегодня many people feel that they don't have any power at all, много людей считают, что у них нет сил whether in their own lives or out of their own lives. в их собственной жизни или в жизни других людей. And so it's no wonder that people appreciate films in which there is individualism. И неудивительно, что людям нравятся фильмы, в которых присутствует индивидуализм. And so they watch these films that emphasize individualism, И они смотрят эти фильмы, в которых высоко ставится индивидуализм. and it gives them hope. И это дает им надежду. Or they can escape for a few hours. Или они могут... И это их освобождает на несколько часов. But ultimately, the films show the importance of being an individual Но эти фильмы показывают важность индивидуализма, важность того, чтобы быть личностью for the common good. для блага As, общества. as teachers, Как учителя, many of us use cooperative learning or group work. много из нас используют кооперативное обучение или групповую работу, совместное обучение. Мгм. And we tell our students, И мы говорим нашим ученикам, be yourself in the group. будь собой в группе, Bring what makes you unique to the group. Принеси в группу то, что делает тебя уникальным. But use that Но используй это for the good of the group. для блага группы. And that can be very, very effective. И это может быть очень эффективно. Individualism, by and of itself, can be harmful. Индивидуализм может причинять вред, But when used as a theme in film, но когда он используется как основная тема в фильме, it can create pride. это может создавать гордость. And so, individualism and collectivism in the film together Индивидуализм и коллективизм вместе в фильме reinforce a common value of hard work and perseverance. приносят общую ценность. That make sense? Okay. Any questions? Вопросы? You're ready for coffee? Спасибо.
Is that all right if I just put it in my pocket? Okay, thank you. Oh, we'll go ahead and get started. Stretch it out. Testing. Can you hear? It really doesn't matter if you hear me, does it? Come to think of it, as long as you can hear. Test. Say something. Слышно меня? All Да? right. All Всем right. хорошо? Welcome back. Нет? А так? Лучше? Good. Welcome back. Еще? Ближе? Okay, ready? Okay. What we're going to talk about. Is that better? Is that better? There we go. Yes? What we're going to talk about in this next session are intercultural aspects of education. Сейчас мы поговорим про межкультурные аспекты коммуникации. When I first started to be a teacher, Когда я стал учителем, I taught children who looked just like me. я учил детей, которые выглядели так же, как я. And I imagine when many of you began as teachers, you taught children who looked just like you. И я уверен, что вы учите также детей, которые выглядят как вы. Учили. But the world is changing. Но мир меняется. And in both of our countries, we're seeing brand new people И наши страны увидели много новых людей, whose culture is not our culture. чья культура отличается от нашей. In America, over 500 languages are spoken. В Америке разговаривают на более чем 500 языках. As a matter of fact, in school districts very close to where we live, На самом деле в школьном округе, рядом с тем, в котором мы живем, students will speak over 60 different languages. ученики разговаривают на All being. 60 разных языках. Which means that these languages will be in our school. И это означает, что эти языки будут в наших школах. Which means И это также означает, educators must work with children who don't speak English or Russian as что their first учителя language. должны работать с детьми, которые не говорят на русском или английском, как их первом языке. Or Komi. Или коми. The Sorrel Praxis model Практическая модель Sorrel is important in intercultural communication. очень важна для межкультурной коммуникации. Very basically, what it says is, very basic, Основное по ее модели. we must be as open and receptive as we can Мы должны быть максимально открытыми to people of a different culture. для людей из различных культур. For example, in the United States, Например, в Соединенных Штатах education is not based on citizenship. обучение не основано на гражданстве. It's based on residency. Оно основано на резиденциях, на месте жительства. And that is, a child may be in our country И этот ребенок может быть в нашей стране, with proper documentation у него с документами все в порядке or not. или нет. But it is our job to educate them regardless. Но мы должны независимо от этого обучать его. It can be difficult because the media often tells us how to think about other cultures. Это может быть трудно, потому что в медиа влияет на нас так, что мы думаем о других культурах по-другому. For example, Например, I was in Colombia я был в Колумбии, talking to high school geography students. и я разговаривал с учениками географии в старших классах. I asked if they had any questions for me. Я попросил задать мне вопросы. They knew I was from Texas. They knew I was from Texas. Они знали, что я из Техаса, And so they asked me, и они спросили меня: do you ride a horse? Вы катаетесь на лошади?
Do you have an oil well? I don't hear Petroleum. you. Ага, я просто не слышу. And do I wear cowboy boots? You know, shoes. И ходит ли он в ковбойских сапогах? And I said, no. И я сказал нет. I said to them, Я сказал им, what do you think I know about you in Colombia? что вы думаете, я знаю о вас в Колумбии? And they rolled their eyes, И они закатили глаза. and they said, we all sell drugs, Мы все продаем наркотики, они сказали. we all kidnap people, Мы крадем людей. and we're all part of the cartel. Мы работаем в картеле. And I said, is that true? И я сказала, это правда? And they said, no. И они сказали, нет. And I said, you see what the media, television, Facebook, whatever it might be, can influence us. И я сказала им, вы видите, как медиа влияет на нас. And so often as teachers, И часто, как учителя, we have a preconceived notion about some of our students мы имеем предварительные знания о наших студентах, based on their culture or nationality. которые основаны на их культуре или национальности. And as teachers, we know we can't do that. И мы не должны этого делать. It's not fair to the child. И это нечестно по отношению к ребенку. In Texas and in other states, В Техасе и других штатах teachers will often receive special training учителя часто получают специальное обучение, to work with children that English is not their first language. как работать с детьми, для кого английский не первый язык. We call them ELLs, English Language Мы Learners. называем их люди, обучающие английский язык, ELL. There's many things they learn which we don't have time to go into, Есть много вещей, которые они изучают, но у нас нет времени, чтобы их рассматривать. but these are some of the things we do learn when we work with children that English is not their first language. Но это некоторые вещи, которые мы учим, когда работаем с детьми, у которых английский не первый язык. And just read those. Факторы, которые влияют на вербальную коммуникацию. Тон голоса, использование описательных слов, выделение определенных фраз и громкость голоса. Ага. Okay. We know tone of voice is very important. Тон голоса очень важен. Интонация очень важна. Please, does anyone have a dog as У a кого-то есть pet? собака? Any dogs? A few. Немного. You know that if you say to a dog, Вы знаете, что если вы скажете собаке, you're just about the dumbest thing I've ever seen. ты самое милое существо, которое когда-либо встречал. You're so stupid. Ты такой глупый. The dog will wag its tail, yes? Собака будет вилять хвостом. But if you say to the dog, Если вы скажете собаке, I love you! я люблю тебя. It's the same with children. То же самое с детьми. Not to equate children with animals, or not to compare, Не будем сравнивать животных с детьми, but they react to our tone of voice. но они реагируют на нашу интонацию. Particularly Частично. if they don't speak the language well. Если они не говорят на языке хорошо, For instance, например, there are times I will sit in the last 2 days будут времена, когда я сижу, and hear your conversations in Russian, и ваши диалоги на русском, and I try to distinguish what you're saying by your tone of voice. и я пытаюсь различить о том, что вы говорите по вашей интонации. And volume of your voice. И громкость вашего голоса. Typically, when we are angry, Обычно, когда мы злые, don't we raise our voice? мы повышаем наш голос. We speak louder, perhaps. Мы говорим громче, например. And to a child, that can be very scary. И для ребенка это может быть очень пугающим. Twice as scary if they're from a different culture. В 2 раза пугающим, если они из другой культуры. And so as teachers, И как учителя, we need to be aware of this. мы должны быть в курсе. Мы должны знать это. Now, speaking of volume of voice,
Говоря о громкости, I think it's a universal trait мне кажется, это универсальная черта. that when someone doesn't understand us, we speak louder. Когда кто-то нас не понимает, мы говорим громче. So I'm talking English. You go. Я говорю на английском. So I'll say it louder and slower. Я скажу это громче и медленнее. And you Но вы ничего не понимаете. still don't know. So these things are important. Эти вещи важны. Another important thing that teachers must be aware of Другая важная вещь, которую учителя должны знать, are what we call nonverbal cues. мы их называем невербальные знаки. And then read those if you would. Выражение лица, жесты руками, использование каких-то предметов и движение тела. For example, Например, what am I indicating when I do this with my face? что я показываю, когда я делаю вот так лицом? Anger. Злость. Frustration, Разочарование. sarcasm, but okay. But we know that facial expressions, Но мы знаем, что выражение лица, hand gestures, жесты руками, say a lot. они говорят много. Now, I'll be honest. Чтобы быть честным, Typically, females обычно женщины are better at reading body language than males. лучше читают язык тела, чем мужчины. My wife and I have conversations quite a bit, Мы с моей женой много разговариваем, and she'll say, "Did you see what he was saying?" и она говорит: ты видел, что он сказал? I'll say, "No, I didn't hear Я сказал: anything." нет, я ничего не слышал. And she will say, "It's the way he was standing." И она сказала: это в том, как он стоит. I don't understand, but okay. Я не понимаю, но хорошо. As a matter of fact, and actually this goes back to this, На самом деле это идет обратно к этому вопросу. have you ever said to anyone, Когда-либо вы говорили кому-либо, "It's not what you said, it's the way you said it"? это не то, как ты, это не то, что ты сказал, а как ты сказал. Sometimes I think we as teachers forget what it was like to be 9, 10 years old, Иногда мы забываем, что это такое быть 9-10-летним ребенком or 18 years old. или 18-летним. We also learn proxemics, Они также изучают расстояние, which is the influence of space and proximity on communication. это влияние расстояния и пространства на общение. For example, Например, in the United States, в Соединенных Штатах, in the African American culture, в афроамериканской культуре it is very common to be very close together, to have a close space. очень обычно держать короткую дистанцию. I'm going to borrow you to stand here for a sec with me. And you're fine, you're fine. But this is what I mean. Это то, что я имею в виду. Thank you. Whereas me, as an Anglo-Caucasian white person, А я, как белый человек, I like my space. я люблю свое личное пространство. The African American will also typically speak louder. Афроамериканцы также говорят громче. We have to remember that. Мы должны это помнить. They're not being disrespectful. Они не относятся неуважительно. They're not showing ignorance or Они не показывают их безразличие or not interest, или незаинтересованность. or they're not showing hostility. Или они не показывают гостеприимство. It's just part of their culture to be closer. Враждебность. Ой, sorry. Okay. Often, a child from Asia, the Far East, Часто ребенок из Азии, из Далекого Востока, с Дальнего Востока, has a difficult time with touching. имеет трудности с
прикосновениями. Sometimes as teachers, we touch. Иногда учителя прикасаются. You know, a hand on the shoulder, a pat on the back. Я могу притронуться к плечу или по спине, к спине. And that is very foreign to them, and И для них это чуждо. it inhibits them. Это странно для них. We just have to be aware of that. Мы должны это знать. In some cultures, В некоторых культурах it is disrespectful for a child это неуважительно для ребенка to look an adult in the eyes. Смотреть взрослому в глаза. And so often, И очень часто we as adults demand, look at me when I'm talking to you. мы просим смотреть в глаза, когда мы говорим с ними. And they have a hard time И у них возникают трудности, because that's not part of their culture. потому что это не часть их культуры. If we're not aware of these things with proximity, Если мы не знаем эти вещи с расстоянием, it can be very frustrating for us. это может быть очень трудно для нас. And sometimes we say, well, they just need, if they're going to live here, they need to learn what we do. И мы иногда говорим, что они должны знать, что мы делаем. And to a certain extent, I would agree, И я бы согласился в некоторой степени, but are we going to penalize them until they're able to learn? но мы должны их наказывать, пока они не научатся. We also, as teachers, need to be aware of para-language. Мы также, как учителя, должны знать язык тела. And actually, I've already spoken with that about how you say something. Это то, как мы говорим. For example, Например, no, you did really good. ты очень хорошо это сделал. The words don't match how I said it. Слова не относятся с тем, как я это сказал. And if they don't understand the words, И если они не понимают значения, they're going to react to how I said it. они реагируют на то, как я сказал. And that's not fair to the child. И это нечестно по отношению к ребенку. In short, Вкратце, intercultural communication межкультурная коммуникация has to have a top priority for имеет us. очень большое значение для нас. Certainly the Komi Republic in Russia Коми-республика в России and all of Europe и вся Европа are seeing more and more immigrants, refugees, new people coming. туда приходит много беженцев, иностранцев. And we have to remember it's not the children's fault. И мы должны помнить, что это не вина детей. And most of them are going to do the very best they can. И множество из них делают все, что они могут. Спасибо. Is it on? Oh, yep. Okay. Yes, but okay. That's where it starts on your PowerPoint? No, I tell them about the history of this project, how everything started, and you will explain. You need this, right? Okay. Do you need it or no? I'll need that side when it comes up. Huh? I'll need that side when it comes up. Okay. So
So do you want me to close it now? No, you can leave it up there. Okay. I'm gonna speak in Russian. Okay, I'll speak in American. Huh? I'll speak in English. Try to start speaking in Spanish. Oh, I do that. Okay. Okay, let me go lead. All right, and if I'm missing something, just go ahead and tell me. No worries. You do very well everything. I just want to make sure, I want to make sure I hit on everything. Доброе утро, доктор. Прошу прощения. Доктор Эджингтон already. Доктор Эджингтон, по-русски буду. Доктор Эджингтон познакомил вас уже с основами межкультурного взаимопонимания и поведения учителя, готовности учителя к работе с учащимися, которые в той или иной степени принадлежат другим культурам. Или это значит дети иммигрантов, дети беженцев, а может быть просто с других частей государства или из другой страны. И сейчас я и Стефани познакомим вас с одним очень интересным проектом, который нам довелось делать в прошлом году. И начался он с того, что мы были в Армении. Я, доктор Эджингтон, и еще наш один коллега, и наши армянские коллеги попросили нас, а не могли бы мы сделать что-то, чтобы помочь их ученикам, которые ходят в Центр дополнительного образования, там это называется Дилиджан Community Center, Дилиджанский Community Center, по-английски почему-то называется. Вот. Не могли бы мы помочь их, наверное, да. Вот, значит, не могли бы мы помочь их учащимся немножко, так сказать, более комфортно себя чувствовать с английским языком. То есть в этом центре, помимо других различных кружков, там они обучают их и английскому языку. Остаются после школы и обучаются английскому языку. И мне тогда пришла в голову идея, а почему бы не попробовать использовать технологии, в частности интернет, например, Skype. И наши студенты, Стефани тогда была моей студенткой, наши студенты могли бы по скайпу попытаться общаться с армянскими школьниками, а это был возраст где-то с 12 до 16 лет, такой примерно возраст. Стефани как раз она готовилась стать учительницей средней школы, то есть middle school в Америке, это 6-8 класс. Я думаю, вот такие, как она, наверняка студенты, которые хотят быть учителями, наверняка им было бы интересно пообщаться с детьми из другой страны, о которой они даже и не слышали в США про Армению, вот, которая находится на другом конце земного шара, и попробовать посмотреть, как это вот у них получится, то есть помочь им с языком, попробовать свои педагогические способности, разрабатывать какие-то уроки, которые бы не могли проводить онлайн по интернету. То есть вот такая вот мысль зародилась. И я создал такое задание для студентов нашего факультета, которое было частью моего курса. Курс назывался «Применение информационных технологий учителем средней школы». Вот. И это было одно из заданий. Не всем это задание, так сказать, было дано в обязательном порядке. Я им дал на выбор студентам, хотите, вот давайте, вот вы будете делать это. А если вам по какой-то причине вы чувствуете себя не готовым, некомфортно на то, чтобы работать с учениками из Армении, значит, у вас будет альтернативное задание. Вы будете работать с пенсионерами и помогать им овладеть мобильными устройствами, которые у них есть. Пойдете в дом престарелых, будете с ними работать над тем, чтобы помочь им лучше общаться со своими родственниками, с внуками, там, фотографии посылать друг дружке, ну и так далее. То есть вот два таких альтернативных. И в то
в другом случае это как бы необычная ситуация. Но тем не менее. И вот мы начали эту работу. Она не шла очень, не очень все было гладко с самого начала. Стефани сейчас вам расскажет об этом. Но тем не менее совершенно неожиданно, совершенно, так сказать, не предвидели мы то, что все начнется с того, что наши студенты, будущие учителя будут помогать армянским детям лучше овладеть английским языком, и разговорным в том числе. У меня была, так сказать, еще одна попутная идея, что они лучше овладеют Skype или другие какие-то инструменты технологические для общения онлайн, для проведения занятий онлайн. Но это стало перерастать в межкультурное общение. Это стало перерастать в общение, когда армянские ребята стали спрашивать, какие у вас праздники есть в Америке. Наши студенты рассказывали, какие праздники, а потом сами в свою очередь, а какие у вас есть в Армении? А как у вас деньги называются? А что бы ты сделал, если бы у тебя было столько-то драм? В Армении деньги называются драм. А если бы у тебя было столько-то драм, студенты, ученики из Армении говорят, я бы сделал вот это. А ты вот как бы поступил, если бы у тебя было столько-то долларов? Ну и так далее. То есть вот мало-помалу это стало переходить в очень интересное межкультурное общение. И когда проект этот закончился, мы получили... Я попросил наших студентов, это тоже была частью задания, я попросил их написать в письменном виде их как бы такой обзор их работы, который состоял из нескольких компонентов. Один компонент был, например, расскажите, что вам понравилось, что для вас явилось как бы таким положительным, что помогло вам в освоении учительской профессии, стать педагогом. Второй компонент был, например, я им говорил, а какие у вас были трудности? Напишите вот искренне, честно, какие у вас были трудности, что вам было тяжело в этом проекте. Третье было, как вы эти трудности преодолели, их невозможно было, может быть, преодолеть. Вот. И четвертое, был задан им вопрос, они хотели бы вот лично поехать в Армению и пообщаться с вашим, так сказать, учеником, и, так сказать, уже лицом к лицу. Вот. И на все на это были даны очень интересные ответы. И сейчас вам Стефани расскажет, так как она непосредственно была участницей этого проекта, и она делала эти задания, она была очень активным, так сказать, студентом, и не только в этом, но и в этом особенно. И потом даже она делала выступление на конференции штата Техас по этому проекту. То есть она знает намного больше изнутри. Поэтому я сейчас передаю ей слово, и все вопросы, которые у вас будут, вы нам можете задать после ее выступления. Один пока. Oh, yeah. You want to translate? You want? I do? Okay. Я тогда попробую перевести. What did you leave me off on? What was your last thing you said? The last thing that I said that I told about the history of the project, and I said that Stephanie knows better about everything from the very beginning, and she did this project herself, and she will tell you about all of the details. You can start from this or whatever you want. Okay. All right, so I had the pleasure of working with the Armenian students for about 7 weeks. Я имела удовольствие работать с армянскими студентами в течение нескольких недель. We had a version of a flipped classroom where the students receive the material, the lecture, work on that at home, and then when we Skyped, that was when we did the activities. Мы работали по версии перевернутого урока, когда студенты получали материал на дом, а потом по скайпу мы уже работали над этим материалом, проводили урок. All right, so during these meetings, we were giving objectives to target. We spoke about history, we talked about nationality, holidays, culture differences, just to help bridge the cultural gap. Ну вот целями урока, которые мы проводили со студентами, были такие темы, как национальные праздники, разницы в культурах, cultural differences and what else? Nationalities. Национальности, Holidays. праздники, да, ну и вот все эти Food. еда, продукты какие-то. Yes.
Okay, this is an example of the worksheets that I would make for my student. Вот это, например, пример того задания, которое я делала для моих студентов. So there's actually two right here. This is one and this is the other one. This one's referring to countries and nationalities. В общем-то, здесь два сразу задания объединены. Это одно посвящено странам и национальностям, а другое американские и армянские праздники. The objectives were simple. The students would discover new vocabulary items on target topic. Цели были достаточно простые, и учащиеся изучали компоненты в зависимости от наименования. We would discuss the most common holidays, for example, in Armenia and USA. Мы обсуждали наиболее такие известные праздники и в США, и в Армении. So the instructions for the student was to read the information. They would get the information about a few hours ahead of time from the time that we would Skype. They would complete the worksheet, and then while we Skype, they would need to be prepared to speak on it verbally. Учащиеся должны были прочитать информацию, которую они получали за несколько часов до нашего скайпа, до общения нашего онлайн, и они должны были проработать эту информацию, подготовиться к нашему общению, а потом мы уже непосредственно в скайпе с ними общались. Although I was the one that created most of the worksheet, there was a point in our worksheet where the answers, in the questions, I would also ask the students, all right, give me an example of a holiday similar to this, or give me something that would connect with America. This would also help me learn about them, and it was the exchange of culture. Так как я сама разрабатывала эти задания, я, например, просила студентов ответить мне на вопросы подобные темы, например, приведи мне пример праздников в Армении, которые похожи на те праздники, которые есть в Америке, ну или какие-то подобные еще вопросы. Это мне помогало лучше понять их культуру. This is another worksheet. This is just another example. For example, climate changes. I would give them information about climate change and the melting ice caps, and they would read it, and answer the questions, and it was just quite simple like that. Здесь еще парочка заданий, которые Стефани сделала для студентов. Например, вот это вот, оно посвящено охране окружающей среды, но в частности изменению климата и таянию льдов. Это относится к продуктам и к покупкам. Также вот студенты должны были изучить предварительно содержание задания и подготовиться к общению уже непосредственно по интернету. Although this project was very successful, there was some challenges. One was that there were 10 hours ahead of us. Несмотря на то, что проект этот был очень успешным, были и определенные трудности. Один из них, который многие отмечали, кстати сказать, это 10 часов разницы между нами. Yes, and then when we began, I remember our first lesson, we had a lot of challenges. The internet connection was very poor at the time, so it was hard to communicate. Я также помню, когда мы только еще начинали, было много разных других затруднений. Например, интернет был настолько нестабильный, настолько слабый, что трудно было делать. Another thing that we also discovered is that I would have to slow down my speech so that my kids could understand, or they'll have that moment to comprehend things before they could give a response. Еще, например, вот я тоже поняла, что я должна говорить более медленно для того, чтобы мои ученики, они лучше понимали, о чем я веду речь. But there was many benefits. Но было также и много бенефитов, много преимуществ. For example, for me, I got to learn a lot about the Armenian culture. Ну, для меня, например, лично я много очень узнала об армянской культуре.
And as a pre-service teacher, I gained a lot of new confidence in creating lesson plans. И как будущий учитель я получил определенные навыки для разработки планов уроков и уроков. Also, the kids really benefited from having just a person to have a conversation with in English. This really helped raise their levels of English, proficiency levels. Для армянских студентов у них также были преимущества то, что она отмечает, что они улучшили свои знания английского языка. Any more benefits that I'm missing? This was extremely beneficial, and I believe we still have great communication with this school. And I know, for example, as soon as I get my classroom, I'm going to try to bring this into my classroom as well. Я надеюсь, что у нас по-прежнему хорошие, так сказать, связи с этим центром. И как учитель уже сейчас, Стефани уже учитель, она уже не студент у нас, она говорит, что я, например, планирую моих учеников в моей школе состыковать с армянскими детьми по такому же принципу. Okay. I believe this project was beneficial for my students because during the worksheets, they got to use the 4 languages. They got to read English, speak English, think in English, and then speak English. And that's really what I feel helped raise the proficiency levels. Я убеждена, что для армянских студентов и для моих студентов, для моих учеников, с которыми она будет сейчас работать, несколько преимуществ есть. Например, они будут способны читать по-английски, они будут думать по-английски, они будут говорить по-английски, они будут слышать по-английски. Кстати, Стефани, она учитель английского языка и истории. Да, и вот я могу еще добавить тот момент, что я говорил вам, что название моего курса было как раз применение информационных технологий для учителя, работающего в middle school. Так вот, я как преподаватель могу отметить, что также улучшилось умение студентов нашего университета в владении скайпом и в нахождении других каких-то путей общения онлайн. Например, вот Стефани уже отмечала, что были трудности в самом начале, когда соединение было нестабильное, скорость очень слабая. И вы понимаете, если, например, человек говорит, особенно на иностранном языке, если скорость рвется, речь, то здесь никаких преимуществ нет. Здесь, наоборот, можно, так сказать, запутаться. Вот, поэтому, так как у учащихся и у студентов у всех есть свои смартфоны, и они начинали искать пути, например, там, через FaceTime соединялись. О, Skype не пошел, давай с FaceTime. Не пошел FaceTime, давай Messenger попробуем какой-то. Вот. То есть они начали искать другие альтернативные варианты соединений. И на самом деле это хорошо получалось, потому что они видели, что работает, что не работает. И им приходилось пробовать разные. И потом они также подходили ко мне и говорили, а что еще? Ну, у меня Skype не идет, что еще я могу сделать? Ну, я им говорил, например, ну, попробуй Zoom. Zoom — это профессиональная есть программа, которая позволяет проводить митинги онлайн. И, скажем, если это бесплатный вариант, то 40 минут. Он дает 40 минут, можно вполне было этого достаточно. Потом также студенты научились, хоть это может прозвучать очень банально, но студенты научились дисциплине, наши студенты научились дисциплине, и армянские студенты тоже научились дисциплине, потому что было очень много таких, ну это не жалобы, а как бы вот такие вот комментарии со стороны наших студентов. Никогда не вставала так рано, но выхода нету, придется, завожу будильник, 2 будильника, потому что один могу прослушать будильник. То есть они как бы дисциплинировали себя для того, чтобы встать вовремя пораньше. 10 часов разница. Кстати, там был еще такой нюанс,
что ученики армянские, они должны были уехать из этого центра по дополнительному образованию в 4 часа дня, там автобус их развозил, потому что в основном все эти дети были из таких горных отдаленных районов, и был специальный автобус, который их развозил по селам, хотя они очень любили там находиться, особенно в зимнее время. Дети в основном были из бедных семей, у них не всегда даже было топливо для отопления дома. А они говорили, что в центре нам тепло, посидим, давай еще в центре побудем, там теплее. Вот. Но тем не менее, автобус пришел в 4 часа, если он ушел уже, как им домой добираться? То есть у них это было строго, в 4 часа они должны были покинуть центр. И поэтому разница во времени, если от 16 отнять 10 в 6 утра, значит, наши студенты должны до 6 были все закончить. Естественно, им надо было рано вставать, и вот они приучали себя к такой дисциплине, к определенной самодисциплине. Это тоже был один из таких факторов. И еще момент, который вот я бы хотел отметить. Одно дело, когда преподается английский язык американскому ученику. Он говорит на нем в семье, для него это язык его родителей, его мамы, это его родной язык. И другое дело, когда преподавать иностранный язык, английский, например, язык, да, человеку, у которого родной язык другой совершенно. И по фонетике, и по грамматике, абсолютно совершенно другой. Вот. И вот в этом моменте наши студенты университета нашего, они как раз получали такое осознание и понимание в разнице, как преподавать. То есть именно работа учителя совершенно с разной подготовкой студентов и с разными базовыми, что ли, так сказать, фундаментальными знаниями. Вот. И многие из студентов отмечали это, что я никогда не думал, что это такое будет, да? Или никогда не думал, что, оказывается, надо так сначала так по-простому все объяснить. Мне кажется, что легко, если мы на одном языке говорим, просто. А тут надо было вот все где-то разжевать, где-то, может быть, более на простой выйти уровень и так далее. То есть, на самом деле, был очень интересный проект. Стефани сделала великолепную работу, и она была как бы лидером группы. Вот, еще были там несколько, мальчик один был, тоже студент наш, тоже великолепно он, значит, все это очень организовывал и старался. И почему мы на это обратили внимание и привели этот пример для вас? Потому что на самом деле неплохая идея. Неплохая идея. Скайп существует, интернет существует. Я вот буквально перед тем, как зашел в эту аудиторию, поздравлял дочь с днем рождения. Они сейчас в Европе находятся. Совершенно прекрасно. Они мне позвонили, я с ним поговорил по телефону в Сыктывкаре, и там в Париже. И никаких не было ни сбоев, ничего. То есть, на самом деле, у нас в руках есть инструменты, которые мы можем использовать для очень интересных проектов, для очень интересных дел. И открыть такие совершенно неожиданные, что ли, возможности для наших ребят, для учеников и для студентов. Но вот как Стефани уже отметила, она всерьез планирует своих подростков, которых она будет учить, состыковать с армянскими учениками. И я уверен, что там будет даже другой немножко уровень общения, потому что дети с детьми, они по-другому общаются. Вот. Я, например, не вижу никаких преград и никаких проблем, если, скажем, дети из Республики Коми будут также общаться, например, с детьми из класса Стефани, или из класса Лорен, или из класса Дэниела, или же даже с нашими студентами. И вот те преимущества, которые они получают, я думаю, это как раз позволит обеим странам, так сказать, построить мост, а не барьер. И в будущем, я думаю, только будет на пользу и в культурном плане в том числе. Вот. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Почему Армения? Вы знаете, совершенно случайно. Совершенно случайно. У нас в свое время, у нас сейчас работает в нашем колледже, работает преподаватель народом из Армении, Нара Мартиросян. И она пригласила нас в Армению, потому что раньше она работала там, в Ереване, в детском центре, в таком, тоже вот связанном с дополнительным образованием.
И, видимо, кто-то из этого детского центра получил запрос из Дилиджана, что вот помощь им нужна. Потому что мы действительно очень бедные дети были, очень бедные. Вот, и что вот им как-то вот помочь. И она нас пригласила, мы по дороге, кстати, сказать, а мы в прошлом году, нет, не в прошлом году были, да? Мы были в Москве, в МГУ, в Московском городском университете. И по дороге в Москву мы просто решили, ну, можем сделать, так сказать, петельку. Вот, и заехать в Ереван. И в Дилиджане мы буквально были всего одну ночь. Вот. Туда заехали на одну ночь. Первый вечер там просто ничего не успели, только встретились. А на следующий день мы обговорили и тут же улетели в Ереван и в Москву потом. Вот, и вот с этого все началось. То есть совершенно случайно это, так сказать, было приглашение от одной нашей преподавательницы. Вот. А сейчас вот у нас все наши студенты, которые у нас были, они все знают про Ереван, про Армению, про то, как там люди живут. То есть интересно достаточно, совершенно другой конец планеты. Вот. А есть ли еще, может быть, какие-то у вас вопросы? Мы думаем сделать то же самое с Коста-Рикой. Коста-Рика намного ближе, это 3,5 часа лета всего из Хьюстона. Но так как у нас уже опыт этот появился, и Стефани нам дала очень хороший, так сказать, пример того, как это могут студенты сделать, ну не только Стефани, и другие, вот, то сейчас мы, в принципе, можем пробовать любое место и смотреть. И, может быть, даже интересно получится чисто в исследовательском плане, может быть, получится разница. И наверняка будут какие-то общности, и наверняка будет какая-то разница. То есть это можно провести целое исследование или на уровне магистратуры, а то, может быть, даже и на уровне более высоком. Вот, не говоря уже о публикациях, да. Ну, мы, во-первых, да, мы собираем данные. Вот, например, те отчеты студентов, о которых я вам говорил, они у меня полностью, так сказать, все собраны. Мы выступаем на конференциях. Стефани выступала в октябре прошлого года. Деканат оплатил ей полностью 100% поездку в один из городов Техаса. На побережье Мексиканского залива была большая конференция всего штата. И она и еще один студент из ее группы, Мэтью Стюарт, они вдвоем подготовили плакатик такой. Stephanie, do you have the poster somewhere close by so we can show it to them? Is it on your PowerPoint? Yeah, like a PowerPoint slide. Of the actual poster? Yeah, the actual poster. I have it on my computer. Do you have it on a flash drive? Oh, we can actually look at my. И они разработали такой, ну не разработали, сделали такой плакат, постер, и выступили с постерным докладом на этой конференции, и профессора из многих университетов подходили, задавали вопросы и очень так заинтересовались этим делом. Ну, сейчас мы вам рассказываем. Вот. А что? А по-моему, что-то есть. Я, честно говоря, сейчас навскидку не помню. По-моему, что-то мы делали уже. Надо вспомнить просто сейчас. Перемена во времени, в погоде еще так, что-то может быть, да. Сейчас голова работает так не очень. Плюс с одного языка на другой, поэтому. Я думаю, что-то мы там делали. Я не помню. Да, мы, по-моему, что-то делали. Мы, по-моему, даже в ЮНЕСКО посылали какую-то бумагу насчет этого. Так что вот такая идея. Если вам она нравится, и вы считаете, что она подходит для вас, она бесплатна, и вы ее можете использовать. И мы готовы поделиться более подробно о том, как и что делать. Можем вам оставить эту презентацию. Стефани вам может дать ее разработки. Если же вы хотите с нами попробовать, скажем, с вашими учениками или с вашими студентами такое сделать, то как преподаватель я готов это задание оставить в моем курсе. Я знаю, что на будущий год, в будущем семестре я буду вести этот курс также, и поэтому можем с вами что-то сделать. Вот, и там посмотреть, не обязательно по английскому языку, можем другие какие-то рассмотреть темы. Так что вот таким образом мы практически попробовали соединить
разные континенты и для того, чтобы посмотреть межкультурное взаимопонимание и в то же время улучшить педагогические какие-то навыки студентов. Есть ли еще какие-то вопросы? Может быть, к Стефани какие-то вопросы есть? Она так поскромничала, не очень много рассказала, но на самом деле там она большую очень работу сделала. В целом, спасибо тебе большое. Не за что. Если вы хотите посмотреть, I can go get it.
Вы сейчас будете. Спасибо. Раз, два. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день. Я надеюсь, мы готовы к продолжению международного методического семинара. Позвольте мне вновь представить Андрея Коптелова. Сегодня очень интересная тема открытой лекции. Мы с Андреем долго обсуждали, что необходимо представить в рамках инновационных международных практик. И действительно, сегодня на уровне Российской Федерации STEM-образование является именно той концепцией, которая рассматривается как концепция, которая может реализовываться не только в школах-лидерах, но и в школах, которые готовы перейти в эффективный режим функционирования. Мы очень надеемся, что материал данной лекции вызовет у вас профессиональный интерес. У нас многие школы-лидеры в рамках нашего проекта работают по данной концепции. Я надеюсь, что мы включаемся в открытый профессиональный диалог. И я прошу задавать вопросы, потому что это не только тема интересна, а это действительно важное направление для развития всей системы образования нашей республики. Уважаемые коллеги, мы начинаем. Андрей, я передаю вам слово. Да, спасибо. Вы меня извините, что я так часто тут выхожу сюда. Я не хочу быть там навязчивым настолько, но Галина Владимировна меня решила загрузить по полной программе. Я думаю, что уже постараюсь. Вот. Значит, я хотел бы начать с истории. Тема моего выступления сейчас будет перевернутый урок, по-английски это flipped lesson. Я хотел бы начать с одной истории, которая случилась в моем классе, когда я работал учителем в middle school. Значит, дело было так. В начале учебного года у меня в журнале в классном была фамилия мальчика, которого я не видел долгое время. Идет учебный год, человека нету. Ну, я обратился, значит, в администрацию, говорю, где, или надо его убрать из списка учащихся, или куда исчез человек-то, в чем дело. Ну, они мне сказали, хорошо, мы тебе сообщим. Потом ко мне подошел учитель, который отвечает за работу с учащимися со специальными нуждами, special needs, там, special education, подошел и сказал, что мальчик придет, он сейчас нездоров, вот, не волнуйся, он у тебя будет в классе, то есть никуда его не вычеркивай, то есть держи его у тебя в списке учащихся. Потом пришел мальчик, действительно, он маленький, такой очень худенький, и вместе с ним вот этот же учитель и сказал, говорит, я хочу с тобой поговорить. Я говорю, давай. Поговорим. Вот. И он мне говорит, что у мальчика очень серьезное, очень редкое заболевание. Человеческая кожа состоит из 3 слоев. У этого ребенка только 2 слоя по рождению. Он родился только с 2 слоями. Если его задеть чуть-чуть сильнее, открытую кожу, даже закрытую кожу, то так как одного слоя нету, достаточно, который важный, то происходит разрыв, и у него начинается кровотечение, воспаление и прочее. То есть он, поэтому, говорит, он не был, просто сначала не говорили, не знаю, он вообще, родители что решат, но он вынужден был время долго находиться дома, пока у него заживет эта открывающаяся как бы кожа, рана. Вот. Ну, я говорю, хорошо, спасибо, что ты мне рассказал. Он даже назвал заболевание это, я потом дома почитал по интернету про него, действительно, очень редко, но очень такое, жалко парня, очень хороший. Вот. И я посадил его отдельно, на всякий случай, ну, чтобы там кто-то случайно его что-то не задел, там, да, по неосторожности. Каждый раз после урока вот этот учитель, который за него отвечал, приходил ко мне в класс до звонка, мальчика этого брал, и они уходили по коридору, пока не было никого там в коридоре, потому что, ну, мало ли, побежит какой-то там, ударит его случайно, не специально, и опять. Вот. Мальчишка оказался очень способный, очень умница такой большой, очень скромный. Вот. Но
прошло 2 дня, его снова не стало. Я не знаю, что случилось, может дома, может снова не приходит. И вот так вот стало продолжаться. День придет, 3 дня, 4 дня нету. Вот. И появился вопрос, возник вопрос. Администрация мне говорит, его из класса мы у тебя не убираем. То есть он у тебя в списке остается. Я понимаю, что он не прогуливает, я понимаю, что тут серьезная ситуация с ним. Но как мне его учить? И вот вопрос такой, вот вы бы что предложили, что бы вы сами вот сказали, вот как мне быть? А? Постараться дать темы на самостоятельное движение. И это бы работало без вопросов, потому что он умный. Умный, старательный и ответственный. Вот. И вот тогда я подумал, а что если попробовать и вот так вот самостоятельное изучение темы ему дать на видео. Мне не хотелось ему бумажки просто давать, что вот там иди, вот там делай. Ну как-то хотелось его поддержать, потому что я видел, насколько ему тяжело все это дело. Вот, и на видео. И я начал думать о возможности использования перевернутого урока для этого конкретного мальчишки. А потом появились еще вам подобные, но не с болезнью, например. А вам доктор Эджентон говорил, что в США обучение не зависит от гражданства. Например, есть ученики в школе, которые являются детьми нелегальных иммигрантов. И школа не может их выгнать. Понимаете? То есть, но случается такая ситуация, что они поехали в каникулы в их страну, повидаться с бабушкой и с дедушкой или еще по каким-то другим, а въехать назад не могут. А ребенок до сих пор в списке. И надо его каким-то образом учить. И потом они через какое-то время все-таки снова проникают. А такая же ситуация, то есть ребенок находится в классе, в составе класса, но он отсутствует. Значит, в этом случае вот такой нашелся выход для меня. Я хотел с вами поделиться, вы наверняка это знаете. Это называется перевернутый урок, по-английски это flipped lesson. А в чем он заключается? Вообще давно уже известная штука. Это тогда, когда создается видео урока, то есть учитель снимает себя на видеокамеру, как бы ведет урок, лекцию или еще что-то, и потом это видео записывается и отдается учащимся с собой. А так как у нас сейчас же все есть интернет, правильно, есть электронная почта, то есть не обязательно даже ему лично в руки передавать, и там нарезать диск, как раньше это делалось, или искать где-то свободное USB драйв, давать ему флешку эту. Вот. Просто можно перебросить это видео, даже положить на cloud, на Google Drive, например, там, да, или какой-то другой Dropbox, и они оттуда могут это смотреть. Значит, вот такая вот концепция. Как она работает? Значит, есть такой известный довольно в Америке, да я думаю, и в других странах, человек по имени Салман Хан. Это молодой человек, который закончил 2 самых лучших, я бы сказал, одних из самых лучших университетов в США, Харвард и MIT. Он имеет степень магистра из Харварда и MIT, Massachusetts Institute of Technology. И он работал финансовым аналистом в одной из компаний в Калифорнии, достаточно богатой компании, зарабатывал хорошие деньги. И к нему обратилась его родители, по-моему, то ли из Пакистана, то ли из Индии, и к нему обратилась его племянница, которая жила в Луизиане. Он в Калифорнии, то есть противоположные совершенно стороны Соединенных Штатов Америки. Племянница обратилась, она не могла понять по математике какие-то там темы. Ну, попросили, что вот помоги ей. И он взял и записал уроки, причем не с себя снимал, а он взял и записал уроки на, ну, есть специальные планшеты, и на компьютере просто он взял, типа как черную бэкграунд, такой черную основу, и там рисовал, чего-то говорил в это время, и послал племяннице в Луизиану. Племянница смотрела, он эти уроки писал, когда у него было свободное время, и результат оказался достаточно положительным, хорошим. Но при этом было отмечено то, что так как он клал на YouTube эти уроки, вы знаете, что можно на YouTube загрузить, там зарегистрироваться, создать учетную запись и положить. Так как он это клал на YouTube, то и другие люди стали пользоваться и смотреть. И он стал получать письма и отзывы. Там некоторые люди писали, что мой ребенок, использовали всех возможностей для моего ребенка и приглашали частного репетитора, там, и то, все. Ничего не работало. А здесь как-то так вот это пошло и пошло. Спасибо вам, благослови вас Господь и так далее, и так далее. И все. И он начал думать об этом. Он начал думать об этом и по согласованию, как он сам говорил, по согласованию со своей женой,
получения ее согласия он бросил высокооплачиваемую работу финансового аналиста в Калифорнии, переехал в Массачусетс и у себя в таком маленьком закуточке в доме сел с компьютером и начал делать такие уроки по разным предметам. Вот, по которым он знал, даже учебники не покупал, которые, значит, он не знал, он покупал там учебников 5 сразу, книжек 5 покупал. Ну, умный, видимо, парень очень был. Вот, и прочитывал там и делал вот эти уроки. Причем он писал это так, что очень простым таким вот, излагал очень простым языком, как будто бы, ну, разговаривая с родственником, с другом. И, значит, когда он это писал, вот это все, я вам покажу эти уроки, когда он писал это все там, да, на экране, где-то, если он допускал ошибку, он говорит, ох, тут я ошибся, вот, это неправильно, давайте зачеркнем. Вот, то есть настолько это как бы доступно было и неформально, и это работало для детей. Это работало очень хорошо. И потом была создана фирма, на эту фирму обратил внимание Билл Гейтс, и дал своим детям попробовать. И им понравилось. И он начал своих детей, так сказать, подкармливать вот этими перевернутыми уроками от Khan Academy, тогда появилось уже название Khan Academy. И после этого он вдруг и сам начал, Билл Гейтс, что-то смотреть. Ну, надо что-то там, какой-то освежить материал по химии, например. Вот, и он начал тоже сам смотреть и решил спонсировать, финансировать его проект. Вот, и сейчас это мультимиллионная компания, достаточно успешная, которая разрабатывает уроки на различных языках для различных стран, по различным предметам, в том числе и на русском языке. Вот. Значит, какие же положения? И называется это все перевернутый урок, flipped lesson по-английски. Значит, вот таким вот опытным образом я начал работать с этим мальчиком без одного слоя кожи. Таким образом я пробовал делать такую работу с теми ребятами, которые уезжали, например, в Мексику и не могли вернуться на какой-то период, пока там бумаги надо было оформить. И так далее. И работало неплохо. Потом я стал такую штуку делать. Ну, это, наверное, от лени, может быть. Наверное, от лени. Не от времени. Я начал говорить ученикам своим, а можешь вот сделать урок, вот кусочек урока, можешь там вот объяснить такое, да? По компьютеру. Я тебе там дам дополнительную оценку за что-то. А им интересно же с технологиями. И они стали делать сами, дети. Сами делать, сами объяснять. И, понимаете, два зайца сразу удавалось убивать, потому что, во-первых, время экономится, во-вторых, они вынуждены были найти материал, они вынуждены были решить, как этот материал изложить, и кроме того, по технологиям они должны были разобраться с компьютером, со всеми этими делами, то есть интересные проекты такие получались. А сейчас в университете я даю такие задания нашим студентам, моим студентам, они создают такой урок один, для того, чтобы получить навыки использования именно инструментов технологических и понять, как это все строится. И некоторые из них кладут на YouTube, для того, чтобы как бы другие видели. Вот одна девочка, например, она делала урок по симметрии. Что такое симметрия, помните, я объясняла. Ее пригласили в Швецию работать. Сейчас в Швеции работает в старшей школе, учит старшеклассников, наша выпускница. Вот, давайте я вам покажу бенефиты. Бенефиты — это значит преимущество. Студенты могут работать с различной скоростью. Я боюсь затронуть это интерактивно, я боюсь. Значит, у них возникает возможность просмотреть еще и еще материал, потому что когда мы лекцию читаем, вот как вот я сейчас вам читаю лекцию, неправильно на самом деле делаю, надо, чтобы вы тоже что-то делали, вот, то забывается. Солнышко выглянуло, о, раз люди на солнышко смотрят, они уже не слушают и так далее. А здесь это у него все есть, понимаете, у него все есть, он посмотрел, мама там зовет, там, ой, давай, значит, это самое, Джимми, иди кушать. Джимми убежал, потом снова вернулся и снова может просмотреть, что надо. А некоторые студенты, например, они родителей зовут и говорят, я что-то не понимаю, что он там плетет в этом у себя на видео. И родители начинают вместе работать, то есть семья как бы помогает. Вот. Дальше учителя больше времени могут потратить на то, чтобы практически помочь студентам, учащимся. Вы извините, слово студенты иногда, мы просто студенты в Америке, и, в смысле, в английском языке студенты в школе и в университете студент. Нет слова учащийся. Русский язык же богаче намного. Вот. Поэтому учителя могут больше на практике время уделить. Каким образом? Если учащийся получает видео какой-то темы. Смотрите, вот сейчас уже идет как бы детали, концептуальный момент. Значит, видео урока по какой-то теме дается учащимся до начала преподавания этой темы. То есть ничего, ни слова еще не говорилось об этом. Не говорили. Предположим, завтра мы с вами будем изучать
дроби или там десятичные числа. Но о них еще ничего не говорят. Дали вам видео, и задание только одно. Вам дома внимательно проработать это видео, взять листочек бумажки или в тетрадке, там как организовано. Напишите все вопросы, которые вам были непонятны, что у вас возникло. Необходимо в чем пояснить. Ученик дома должен проработать это видео, этот материал. И придя в школу, учитель вместо того, чтобы лекцию читать и тратить там 80% на разговоры, а ученик, разговор это разговор, вот, он дает возможность ученикам работать, то есть сразу выдается задание, практическое задание. А учитель ходит и помогает. И в то же время он знает вопросы, какие у учеников возникли дома. Перед этим он может их, так сказать, обсудить. А во время работы учащихся он ходит и больше времени каждому отдельному. Я же вот сейчас вот говорю, каждому не подхожу к вам, правда? А там вот он может каждому отдельному ученику подойти и с ним поработать, подсказать, там, помочь, что-то еще дать дополнительно. Вот поэтому называется перевернутый урок. Потому что то, что даем задание на дом, примеры такие, они выполняются в классе. А та лекция, которая должна быть в классе, она просматривается дома. Вот это вот отсюда это слово. Учителя могут также помочь по имейлу или, значит, по интернету, если потребуется. Можно объединять студентов, учащихся в группу. На основании тех вопросов, которые у них возникли, перед тем, как начать практическое задание, вопросы посмотрели, вот у этих двух одни и те же вопросы. А вот у этого их вообще не возникло. Он, значит, все разобрался, ты будешь работать с этими двумя, эти вопросы как раз там еще и обсудите с одним, вот, и так далее. То есть формирование групп может быть уже в соответствии с тем, какие у учащихся есть вопросы. Инструменты для того, чтобы сделать самим такой урок. Значит, существует несколько программных средств, которые вы как учителя можете использовать, если захотите. Если же у вас, как у меня, времени немного, вернее, времени-то у всех немного, но если вы, например, тоже, как я, ленивый человек в определенные периоды времени, то вы можете взять и с того же интернета, очень много на Ютубе есть, а есть и вот я вам покажу обязательно сейчас ресурс, вот это Khan Academy. Просто этот урок по конкретной теме можно взять и скачать. А даже можно и не скачивать. Можно дать линк, вот этот, ссылку, да, по-русски правильно, извините. Можно дать ссылку учащимся, сказать, вот по этой ссылке пойдешь и дома посмотришь, изучите вот эту вот тему, и все. То есть фактически даже и делать не надо. Если вам нравится содержание, если не нравится, тогда вы можете сами сделать. А если хочется, мне, например, вот сначала, когда я загорелся этой темой, вот с мальчиком с этим, очень меня эмоционально это задело, я даже детям своим рассказывал, что говорю, смотри, вот вам там то не нравится, это не нравится, смотри, вот человек как живет, да? Вот. И у него не до того, чтобы нравилось, не нравилось, хочу, не хочу, у него выжить задача. Вот. И то я вот тогда очень как-то загорелся, я сам это делал. И поэтому я могу вам рассказать, как это делается. Есть инструмент, который называется Screencast-O-Matic. Я, знаете, что хочу предложить? Галине Владимировне мы оставим наши презентации. Я не знаю, как другие коллеги, но я оставлю все свои презентации. И если вы захотите, вы можете их взять и посмотреть. Значит, Screencast-O-Matic, он бесплатный в основе своей, если вы не будете использовать какие-то очень такие функции, продвинутые. Вот. И этот Screencast-O-Matic, вот он, экран выглядит вот таким вот образом. То есть вам еще вторая потребуется программка. Это программка, похожая на любой графический редактор, то есть где бы вы могли рисовать, писать ручкой, как на доске. На доске же мы пишем мелом там, или фломастером, да? Вот. То есть делается таким образом. Сначала вы загружаете программку, которая графический редактор, чтобы вы могли писать. Выбираете цвет, который вы хотите, там карандаш, толщину карандаша и так далее. Потом включаете вот этот вот Screencast-O-Matic и с помощью мышки выделяете, какой экран вы хотите, чтобы у вас записывался. Какая часть экрана, вернее, видимого экрана записывалась бы, да? Вы выделили, вот, подготовили, все, раз, нажали на запись и пошли объяснять. Микрофон, естественно, к компьютеру или к лаптопу можно подключить же. Вот. И начинаете рисовать как угодно, там, на планшете или просто с помощью мышки можно рисовать. Рисовать, объяснять, говорить. И таким образом вот этот Screencast-O-Matic, он вам записывает все, что видно на экране.
И потом, когда вы закончили, вы просто говорите «сохранить», и он сохраняет это как видеофайл. Вот. Вот это вот инструмент, который я использую со своими студентами. И вторая программа – это любой графический редактор. Если вы захотите, я вам подскажу, какой мы используем. Вот. Значит, Khan Academy – это то, что сейчас лидер мировой, я не знаю, наверное, мировой, можно сказать, судя по объему того, что они делают. И по финансированию. Значит, Khan Academy, у них есть веб-сайт. Выглядит примерно вот таким вот образом, где можно выбрать все, не все, а различные предметы и классы. Давайте я сейчас прервусь на мгновение с презентацией и вам просто покажу этот линк. А какой я могу включить интернет, чтобы у вас не прервалась трансляция? Вот это могу? YouTube? Да, вот здесь. Все понял. Спасибо. Ну вот, значит, если вы набираете... Так, у нас английский стоит, хорошо. Khan Academy.org. То вот так вот это выглядит. Вот так вот это выглядит. По идее, они предлагают сделать следующее. Они предлагают учителю зарегистрироваться, создать свою учетную запись, создать свой класс, туда занести список учащихся, и тогда они поддерживают фактически всю работу, и учитель может, и если уроки будут браться с их веб-сайта, то учитель дома может видеть прогресс учащихся, то есть кто прошел урок 20% от урока, сколько по времени он на это затратил, а кто вообще не прикоснулся, а кто проработал весь урок. И кроме того, если там есть задания, и учащиеся делают какие-то задания, ну просто как пробуют, тестируют, да, практически задания небольшие, не те, которые в классе, а вот именно там, то оно будет даже показывать правильно-неправильно, там и процент правильных, неправильных. И, в общем-то, учитель видит очень интересно на экране в цвете. Зеленый цвет, все хорошо, прошел этот урок, без вопросов, там, предположим, оранжевый, почти что ничего не делал, красный, там вообще дело труба и так далее. Вот, значит, но это не обязательно. Но это не обязательно. Вот учитель здесь, родители могут то же самое делать. Родитель может взять, например, доктор Эджентон вчера вам говорил о том, что в Америке существует homeschools, как возможность предоставления обучения, образования, прошу прощения. И родители, там родители должны учить. Они покупают учебники, покупают содержание и так далее. И вот и для родителей сделано. То есть родитель может такую же штуку сделать, и ученикам. Он на работе, а ребенок дома, он же не ходит в школу. Вообще никакую школу не ходит, дома сидит. Ребенок дома, он может работать с этим делом. А родитель из офиса может посмотреть, ага, где там у меня, значит, моя, эта самая Моника, чем она занимается, что у нее там, как дела, вот, и так далее. Ну, или же просто, вот я вам сейчас покажу очень-очень просто, можно взять и попробовать это дело другим образом. Вот здесь вот вы видите, можно выбрать по предмету математика, и уже здесь уровень математики какой идет. Можно взять, например, математику по классу, в каком классе, наука, инжиниринг и так далее. Вот. Но помимо этого, я же понимаю, что нужен русский язык. Вот помимо этого, значит, здесь еще есть выбор языка. Если я не ошибаюсь, давайте мы попробуем через Search сейчас сделать. Да-да, внизу. Вы знаете это, да, сайт? О, вот, молодцы. Спасибо. Так, русский, сейчас мы его вытащим оттуда. Куда он делся? Он был. Я помню, что он был. Санкции, может быть? Нет, честное слово, был. Ну хорошо. В любом случае, давайте посмотрим просто, как это устроено. Ну да, там на самом деле переводит, и это не трудно. Ну давайте вот математика в зависимости от класса. Возьмем математика в зависимости от класса. Вот я нажал
Нет, но абсолютно точно было. Я не думаю, что в образовании должны были санкции. Может быть, надо мне... Есть на телефоне, да? Ну вот, и возьмем, например, ну какой класс? 4. Так? Вот 4. Сложение и вычитание. Я просто запущу один для того, чтобы вы посмотрели, как это работает. Вот сложение, значит, множественных... Вот таким образом, помните, я говорил, что как будто бы доска, вот как раньше была черная доска, да? Вот, и вот таким образом это устроено. What we're going to do in this video is add 48,029 to 233,930. And like always, pause this video, and I really encourage you to try to figure it out on your own, and let's see if we get the same answer. And if we don't, why? All right. So the way I'm going to tackle this, I assume that you've had a go at it. I'm going to take the larger number, I'm going to write it on top. I'm really doing the standard method. There's multiple ways where you can add multi-digit numbers, but what I'm going to do is really the most typical method. And then I'm going to write the smaller number below it, but I'm going to match up the place values. So I'm going to write the one place below, same column as the one place at the top number. So 10,000s place, so 48,029. So 9 is 9 ones, 0 ones, 2 tens, 3 tens, so on and so forth. And now I am ready to add. So let's start in the ones place. And if I'm adding numbers, it's always a good idea to start in ones place. 0 ones plus 9 ones is 9 ones. And then I can go into the tens place. 3 tens plus 2 tens is 5 tens. This is going well. All right. Then I go to the hundreds place. 9 hundreds plus 0 hundreds. Well, that's just going to be 9 hundreds. So far, so good. All right. Now something interesting is going to happen in the thousands place. 3 thousands plus 8 thousands, well, that would be 11 thousands. But we can rewrite 11 thousands as 1,000 and 1 10,000. Sometimes you might see this described as carrying the 1. 3 plus 8 is 11, where you carry the 1. But all you're really doing is regrouping. 3 plus 3,000 plus 8,000 is 11,000. We write the 1,000 here, and then you write the 10,000 right over there in the 10,000 place. And now, so we have 1 10,000 plus 3 10,000s plus 4 10,000s. So 1 plus 3 plus 4, that's 8 10,000s, or 80,000. And then last but not least, we have these 200,000s right over there. And we're done. 281,959. Did you get the same answer? Вот такое вот простое объяснение. Вот. И огромное количество этих уроков здесь и на Ютубе. Ну, как я вам уже сказал, что можно или делать самому, или дать своим учащимся, чтобы они сами делали, и убить сразу несколько, так сказать, зайцев. Они поизучают сами, материал подберут и технологии изучат. Я думаю, что, в принципе, понятна, да, идея и опыт применения этого дела. Так что это не обязательно, вы не обязаны это делать, безусловно, никто не обязан. Но если вам это интересно, то я готов с вами поговорить об этом поподробнее, уже, так сказать, индивидуально, или же позднее можем пообщаться. Ну и также вот вы можете попробовать и посмотреть. Нет, есть еще, есть разное. Значит, сейчас я попробую вспомнить. Я вспомню, вам скажу. Нет, есть еще. София.com, по-моему. Да, я думаю, что я вспомнил. София. Есть еще, есть и много очень, есть очень много программ. Нет, не так, спеллинг. Я посмотрю, найду. На Ютубе можно пойти, например, если на Ютуб. Да. Курсера. Ну это вы другое говорите. Вы хотите про Курсеру? Хотите, я расскажу? А у нас времени нет уже. Нет, у нас есть время. Там до 20 минут, да? И можно тогда про Курсеру, да? Значит, кто-то очень хороший дал рекомендацию. Идея-то совершенно точно такая же. Но вы ведь слышали, даже вчера был разговор, когда выступал ваш проректор, значит, Марина Анатольевна, да? Вы как раз говорили о MOOC. Вот Massive Online Open Courses. Тот же самый принцип. Идут видео, идут изложения материала, даются задания и так далее. Я сейчас покажу вам парочку интересных ресурсов по этим муксам, и вы их можете тоже посмотреть. Я сам
Так, YouTube, например, если вы возьмете и на русском языке что-то возьмете, я просто взял вот так вот. Что такое перевернутый урок, в чем его смысл, перевернутый урок, и множество примеров, инструментов сценария перевернутого урока и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А если нужна тема, вы просто можете тему взять. Если вам это видео подходит, почему бы и нет? Да. Да. Не, ну если вы им простите, но можно простить один раз, они потом еще и больше будут не ленивых перейдет. Но я думаю, что, наверное, придется просто или же дать им другое задание какое-то, более такое. Ну, я понимаю, значит, ну, надо подумать, что сделать. Я бы, наверное, попробовал бы с родителями связаться сначала и сказать, что я не могу двигаться дальше. Ага. Значит, родители некоторые даже говорят, что это учителя перекладывают свою работу на плечи детей. Ну так пусть говорят. И администрации школ не поддерживают эту методику очень часто. Нет, хорошо, давайте так. Говорят, пусть говорят. И администрация поддерживает другой разговор. Вот. Мы ведь с вами о чем говорим? Я вам не говорю, берите и делайте в обязательном порядке. Нет. И не надо это делать все время. Понимаете, ну вот вы заболели. Ну, голос пропал, еще карантин. Вот тогда это хорошо использовать. Или вы видите, уже сами вы устали, ученики видеть вас не хотят. Вот. И вот тогда, может быть, использовать. Понимаете? То есть это не говорит о том, что взять и все это заменить. Поэтому неделю болит, да. Дома посмотрите и все. И у нас, например, как, вот я вам скажу, ленивый, вот вопрос очень важный, между прочим, ленивый. Вот как, например, у меня дочка, ей 9 лет, она ходит в начальную школу. И не, 4-й она заканчивает, сейчас 5-й пойдет. Вот. Там просто с 5 лет начинается. Вот. И она, значит, каким образом? Она приходит иногда, ну не иногда, каждую неделю. У нее есть желтая папка в этом году. Вот. Она приходит, и независимо от того, что бы я ни делал, она ко мне подходит и говорит, подпиши. Дает мне такую там форму, подпиши. Я говорю, меня в кутузку не посадят из-за того, что я тебе подпишу? Нет, не посадят. Я говорю, что подписывать-то хоть надо. И потом читаю и смотрю. Я должен подписать, что она 20 минут читала книжку. Ну, она читает книжку. Я ей приношу там книжки. В магазин мы идем, если там книжки продают, она сразу берет, садится, там книжки прочитает, а потом говорит, а купи мне эту книжку. Я говорю, дорогая, смотри, ты же прочитала половину. Но, говорит, надо же дочитать ее. Вот. Ну, и тогда, то есть я за это подписываю. Вот. Но в любом случае можно точно так же взять и сказать, пусть они подпишут, что он проработал этот урок. Урок проработал. Родитель подписал, не подписал, значит, надо сказать, не, ну это уже обман, это уже обман. То есть, ну, в таком случае, хорошо, я вам скажу тогда, понял, я вам тогда свой секрет открою, как я это делаю. Я работал с плохими учениками, очень с плохими учениками, да, вот, в Америке. Значит, тогда я просто с ним отошел в стороночку, ну, нашел бы момент, и сказал, слушай, мне поговорить с тобой надо. Я бы сел с ним и поговорил бы вот так вот открыто и хорошо, ну, что ты меня подводишь-то? Ну, что ты меня вставишь в такое идиотское состояние, идиотское такое положение перед всем классом? Ну, у тебя что, случилось дома что-то? Или, ну, в чем дело? Ну, давай обсудим. Тебе помощь нужна какая-то? Хочешь, я с тобой останусь после уроков, позанимаюсь. Хочешь, приходи до уроков, посидим, поработаем. Ты понимаешь, что это моя работа? Ты хочешь меня, чтобы это самое уволили, или чтобы я там был... Ну, давай, объясни мне. То есть, когда вот так вот с ними начнешь говорить, время, главное не торопиться, спокойно, они раскрываются. И потом еще я делаю такие вещи. Я этих уже самых вот плохих, я говорю, ну ладно, договорились. Значит, у меня к тебе такая просьба. Я не знаю, что ты придумаешь, но ты будешь у меня менеджер, генеральный менеджер в классе вот по этим задачам, да? Какую форму ты придумаешь, я не знаю, но ты отвечаешь за то, чтобы все это сделали. Я с них спрашивать не буду, если я спрошу. Согласен? Но ты будешь босс. А
А кто не хочет быть боссом в таком возрасте, да? Вот, то есть вот это вот бывает. Но я еще раз говорю, что это просто один из множества инструментов. Плотник работает отверткой не все время. Он берет рубанок, он берет пилу, он берет молоток и так далее. Нравится вам, ради Бога. Не нравится вам, ну и наплюйте вы на это дело. У вас есть других множество инструментов. Вот, и вы можете ими много лучше пользоваться. Так, а о чем мы хотели еще? Эти массив онлайн-курсы, да? Надо немножко рассказать. Это интересная вещь, действительно очень интересная и очень полезная вещь. Я студентов своих в университете с этим совсем знакомлю. Значит, есть два как минимум, ну я знаю третий еще австралийский, но он медленно работает, веб-сайта, которые мы используем в США. Там русский язык включен, извиняюсь. Lauren, I have 10 more minutes. You say 20 minutes, right? Okay, good. edx.org. edx.org. Это один из них. Значит, о чем идет речь? Вот если вы нажмете здесь школы, университеты, которые представляют свои материалы, свои курсы, то вы увидите, что представительство очень и очень солидное. Например, Massachusetts Institute of Technology. Это соответствует МФТИ. МФТИ, да? Гарвард. Ну, он больше такой в гуманитарную сторону, но я бы сказал, это что-то уровень МГУ и так далее. Беркли – это тоже один из лучших университетов. А вот University of Texas System – это то, что в Техасе у нас есть. И из других стран тоже, например, вот в австралийский есть из Японии и так далее. То есть я это показываю вам для того, чтобы сказать, что на самом деле это очень и очень серьезно представлено разными университетами. Что это представлено, что из университетами? Они просто делают свои курсы, вот так, видео, и помимо видео тоже дают и материалы такого печатного плана, и организуют дистанционные курсы, дистанционно фактически курсы. На них можно записаться, любой из вас может записаться бесплатно. Но для этого вы только должны выбрать функцию, что вы хотите аудит сделать курс, аудит. Они иногда предлагают немножко давай вот заплати там $49, тебе сертификат дадим. Но если вам нужен сертификат из Харварда, что вы закончили курс по политическим наукам, то это вы можете сделать, безусловно. Вот, а если вы хотите просто просмотреть, то тогда весь курс вы можете проработать, весь абсолютно, получить все материалы, и все это бесплатно. А можете только какую-то тему. Я сам лично вы увидите, у меня там я на много курсов записывался. Но я сам лично столкнулся с ситуацией, когда моя дочь старшая, она была в старшей школе, в 10 классе, и она физику заваливала, не понимала ничего по физике, но не получалось у нее, магнетизм особенно. Я, честно говоря, просто пытался ей помочь, но я забыл этот самый материал, мне надо было где-то освежить. И я взял записался, у нас есть Райс университет, частный университет, на этот курс, и мы с ней вместе сели, и вместе проработали там только буквально 2 или 3 темы по магнетизму из этого курса. Причем хорошо преподает, там молодой такой преподаватель, классно преподает. Вот мы проработали, и она раз и проскочила вот этот затор по магнетизму. И у нее получилось. То есть даже вот в этом плане было. Каким образом? Давайте я вам покажу, как это работает. Вы хотите это посмотреть? Есть, да? Хорошо. Я думаю, что да. Я думаю, что здесь есть по-русски. Сейчас я попробую. Программа школы. Так, может быть, тоже внизу. Вот здесь вот. Русский и испанский только пока. Русский и испанский. Ну, там какие-то есть, наверное, на русском, может быть. Потому что я знаю, что на китайском точно есть. Нет, я китайцам давал. Я когда преподавал в Китае, я им давал по английскому языку, у них очень большая проблема была. Мы работаем с китайским университетом, совместно у нас есть проект. Сначала мы у них преподаем определенный период времени. Вот я был там у них еще 4 раза, да, и потом они к нам приезжают на год. А им надо, чтобы приехать, им надо сдать тест по английскому. Типа TOEFL, там немножко другой, британский вариант. Вот, и им очень тяжело это. И понятно, язык совершенно другой, фонетика совершенно другая. Там же все на интонациях строится. Вот, и я им давал вот это, и они на китайском языке смотрели по английскому. Вот, значит, давайте я сейчас попробую здесь, напишу русский. Что он нам даст? Ух ты!
точно санкции работают. По-русски нету. Ну ладно, я сейчас тогда пойду и... Есть, да? Есть, да? О, значит санкции. Где это, где? Вот. Смотрите, не работают санкции. Вот так вот. Лазеры, физические основы. То есть это не университет, да? Ага, ну ладно. Ладно, ну давайте я просто зайду в свой аккаунт, вам покажу, в свою учетную запись. Чтобы создать учетную запись, там только надо любой email и пароль какой-то, и все, никаких особых данных вам там не нужно заводить. Вот. Ну вот я зашел в свою учетную запись, и здесь вот у меня курсы, которые я у них просматривал или не просматривал еще. Например, вот я сейчас пытаюсь со своими студентами научить их делать приложения для смартфонов. Вот и вот курс есть, например, как для начинающих, как создавать приложения и так далее. Ну вот давайте даже посмотрим, он сейчас уже заархивирован, но можем посмотреть, как он выглядит. То есть идете туда на этот курс, вот. А вот здесь, значит, содержание курса, вот здесь вот слева, видите, курс силабус содержания и прочие вещи. Сейчас я посмотрю, есть ли у него дискуссии, которые проводились, вот здесь вот есть. Ну и также по урокам, по различным. Вот, видите, и видео, безусловно. Они где-то должны быть видео. Они по-разному, разные университеты по-разному архивируют это дело. Показывается прогресс. Немножко медленно идет. Давайте другой сейчас просто. И Курсеру вы знаете, да? Вот этот вот сейчас он активный курс. Здесь мы сейчас все увидим. Ну вот видите, за $199 они предлагают, если вы хотите сертификат, то вот можно, так сказать, на сертификат. Вот. А если вы хотите просто посмотреть, то тогда идете и просто его смотрите, этот курс. Давайте нажмем «Старт курс». И вот здесь вот как раз видео. Вот таким образом. Это прям просто одно включу, чтобы вы уловили идею, да? Причем они, видите, через YouTube тоже делается. Да-да. Hello, I'm Dr. Randy Hansen, Program Chair of Learning Design at University of Maryland University College. It is my pleasure to welcome you to UMUC's Instructional Design and Technology MicroMasters and to our first course, Learning Theories. We created the Instructional Design and Technology MicroMasters because today's teaching and learning environment is rapidly changing, with increased availability of online learning platforms, incredible access to content, digital media, and emerging technologies. This program will provide a foundation on how to create engaging and active learning experiences that take advantage of those changes. This first course, Learning Theories, provides an exploration of how people learn. During the course, you will explore various learning theories, like behaviorism. Ну, это вот введение, он дает введение. Очень интересно, кстати, не хотят просматривать моменты, начиная с того, как люди учатся вообще, то, что мы вчера обсуждали. Вот потом можно участвовать в дискуссиях с другими. Вот здесь вот, где книжечка нарисована, это даются, вот первая неделя, себя представь, вот, значит, дальше портфолио свое здесь составляется. Вторая неделя. И вот если нажмем на вторую неделю, то тоже можно, так сказать, посмотреть видео, а потом ответить на вопросы. Вот здесь вот описывается это все, и вот где-то должно быть. А вот на видео, как раз серия видео на YouTube. Ну и так далее. Понятно, да, идея? То есть им нужно, там очень много всего, и по педагогике тоже есть, можно посмотреть. То есть если вы работаете в старшей школе, то
это тоже может быть использовано для студентов, например, смотреть какие-то продвинутые по физике. На русском языке. Курсера. На русском ведь, да? Это по-русски, по-моему. Ну вот, значит, это есть по-русски. Курсеры работают по-русски. Санкции здесь не работают. Вот, все хорошо. Я сейчас войду туда. Зарегистрироваться. А я уже зарегистрировал. Войти. Примерно та же. А что не хочет? Окей. Ну вот, и вот, видите, то же самое, но на русском языке. То есть Курсера наверняка работать для вас будет лучше, чем вот это первый, который я показал, EDX. Но они, в общем-то, очень и очень похожие. Вот те курсы. Вот это тоже, наверное, концепция, которая может быть использована как перевернутый урок. Есть ли какие-то вопросы? У меня время уже все. Если вопросов нет, то тогда большое вам спасибо за внимание. Вот, и мы можем потом... Сейчас Лорен расскажет свой практический опыт, как она применяла перевернутый урок или применяет до сих пор с начальной школой. Вы будете переводить, да? Давайте, а то я им надоем. Рассказывала ли кто-нибудь? Смотрите. Hold it. Thank you. Oh. Okay. Подождите. Раз. It's okay. Ready? Yes. Okay. In my school, most students have an iPad or a tablet or a smartphone at home to use. То есть в школе у Лорен большинство детей имеют iPad, различные планшеты, то есть средства мультимедиа. They're very interested in technology and video games. Они очень заинтересованы в современных технологиях и видеоиграх. But at school, we want them to see that they can use their favorite tools to show what they're learning inside the classroom. Но они хотят показать им, как детям, и как использовать эти средства в процессе обучения в школе. We want them to see that technology can be used for a purpose, to explain their thinking. Они хотят, чтобы эти средства, современные технологии были полезны в достижении различных образовательных целей. And also to show their parents what they're learning at school. Также хотят показать родителям, как эти средства помогают в процессе обучения детей. You can click too. I'm just going to show you a few apps that we use inside the classroom. Сейчас мы поговорим с вами о целях, которые решаются посредством данных технологий. So before we start, as teachers, we will always want to make sure that we're choosing something with a purpose. Choosing an app that has a purpose. То есть необходимо выбирать то приложение, которое помогает достичь каких-либо целей. You can. Thank you. Okay. Oh. One more. There you go. Thank you. One of the apps that we use for the students to demonstrate content mastery
То есть какие приложения мы используем для демонстрации уровня овладения каким-либо материалом? It's called Seesaw. Это называется Seesaw. Students can take pictures of their work. То есть ребята могут делать фотографии своих работ. They can use the pen and write on it to explain their work. То есть они могут использовать различные средства рисования, что-то подписывать, рисовать. They can use the microphone and record their thinking. То есть могут использовать также микрофон и записывать туда все, что они думают. And then they can upload it and send it to their teacher and to their parents. Им это может быть отправлено как учителю, так и родителям. Parents can log in and comment on their students' work. Да, то есть родители могут комментировать работу своих детей. Other students can look at their friends' work and tell them what they think about it. Да, то есть другие учащиеся также имеют возможность посмотреть, как работают их сверстники, и какие-то себе взять мысли. We also use technology to encourage students to learn how to ask questions. Также используют технологии, которые побуждают учащихся задавать существенные, важные, значимые вопросы. One way we do this is through something called poster method. Could you repeat, please? Yeah. One way that we do that is through something called poster method. Один из методов – это использование различных постеров, плакатов. We give students a question to solve. То есть ребятам задается какая-то проблема, какая-то ситуация для ее решения. And each student solves it by themselves. Да, каждый ребенок решает эту проблему в индивидуальном плане. And then they have to learn how to ask each other questions about their work. И им необходимо обучиться, как правильно задавать друг другу вопросы. They can ask each other questions like, how did you solve the problem? То есть они могут задавать друг другу вопросы такого плана, как каким образом ты справился с этим? They can say, can you explain what you think? Не мог бы ты, пожалуйста, объяснить, что ты думаешь по этому поводу? And we can record them on the iPad. Да, мы можем записать их на аудиозапись. And we show it on the smartboard. Да, можем показать это также на интерактивной доске. And we tell them that they're movie stars. Знаменитости, да. То есть они чувствуют себя значимыми таким образом. And then they're more excited about what they're learning. Да, и, соответственно, они получают большое удовольствие от обучения. You can click. Another app that we use is called Draw and Tell. Следующее приложение, которое использовано было, называется Draw and Tell. And with this, students can write stories. Учащиеся могут написать истории. They can record themselves reading their stories. То есть они могут записать, как они читают эти истории, тоже на аудиозапись. They can solve math problems. Также могут решаться различные математические задачи. They can record themselves explaining their math problem. Записывают себя, как они решают данные математические задания. And then students can compare their work. И могут также сравнить работу себя и своих сверстников. This is another tool that we use to get students to talk about what they're learning. Это одно из средств, которое используется для того, чтобы студенты научились говорить о том, как они постигают процесс обучения. There are some students in kindergarten that get very frustrated when they have to write things on paper. То есть дети напуганы, да, тем, что расстроены, когда они пишут что-то на бумаге. And this helps them become more excited because they have a different option. И они зачастую расстроены, потому что у них разные какие-то решения, да, разные. You can click, yeah. Thank you. The last tool that we use is for reading. И следующее средство мы используем в процессе обучения чтению. We use different websites like Storyline Online and Tumblebooks. Используются различные электронные сайты, такие как Storyline Online и Tumblebooks. Yes. When students are learning how to read, it's really important for them to hear what good reading sounds like. Да, когда обучающиеся учатся чтению, очень важно для них слушать, как правильно читать.
These websites have a lot of books that they can choose from, and they can hear what expression sounds like. Да, эти сайты содержат достаточное количество аудиозаписей, содержащих тексты, и учащиеся могут послушать, как правильно произносить какие-то определенные, как правильно читать, как правильно это звучит. We use these too when we're teaching students how to talk like the characters in the story. Could you repeat, please? Yes, when we want them to learn to sound like the character in a story. Students can then go back and use other apps like Seesaw. Да, учащиеся могут также использовать другие средства, такие как Seesaw, о котором мы уже говорили сегодня. They can take pictures of their book. Да, они могут сфотографировать книгу. And record themselves reading and try to sound like the characters in their story. И записать себя, то есть как они произносят, почувствовать себя таким образом в роли героев, то есть прочитать реплики этих героев. This can also be sent to the parents, so the parents can hear what their students sound like when they're reading. Таким образом, родители также могут послушать, как их дети произносят, как их дети читают. We also use this to show the students what they sound like at the beginning of the year. Также они используют для того, чтобы показать детям, как они звучат в начале учебного года. And then what they sound like at the end of the year. Как они звучат, соответственно, в конце учебного года. That's it. Do you have any questions? Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Okay, thank you. There's no system. We practice a lot at the beginning of the year, and then we try to make them independent where they can start using it on their own. Probably like twice a week. Yeah, at least. No. No. Уважаемые коллеги, мы завершаем лекцию, посвященную использованию технологий в STEM-образовании. Продолжение лекции мы запланировали на 14 часов 15 минут. Далее, в 15:20 мы работаем с молодыми педагогами на круглом столе «Роль наставников в профессиональной деятельности молодого педагога». Мы будем работать с сотрудниками Института развития образования и Сыктывкарского государственного университета. Наши международные партнеры будут на другом мероприятии, на личном мероприятии, которое мы для них организовали. Поэтому, уважаемые коллеги, я прошу присоединиться к участию к круглому столу молодых педагогов и представителей нашего проекта «Эффективная школа». На площадке Smart «Помогаю строить школу будущего» с нами работают представители Федерального института развития образования. Все это будет происходить в 102-й аудитории. Скорее всего, для того, чтобы стол был организован, круглый стол, более профессионально, мы поменяем аудиторию. Я потом сообщу, когда вы к нам придете. Потому что третья аудитория, она не предполагает формат круглого стола, наверное, вы уже это понимаете. И мы ждем всех коллег на закрытии международного семинара в 16:40. Спасибо, коллеги. Вопросы по организации у вас есть? Спасибо. До 2 часов 15 минут. Спасибо.